Всем привет и добро пожаловать на продвинутый уровень по Django Framework. В данном уровне мы будем продолжать нашу работу, которую мы сделали на предыдущем уровне. Это был базовый уровень по Django Framework. На этом уровне мы будем погружаться более глубже в проект, узнавать тонкости, добавлять какие-то новые фичи, функции, которые улучшат наш проект. Но прежде чем двигаться дальше, мы вспомним, что же мы с вами сделали на предыдущем уровне. Мы достаточно большую работу проделали для работы с пользователем. Мы сделали авторизацию, регистрацию и также добавили личный кабинет. Также мы проработали хорошенько с каталогом товаров, то есть пользователь может непосредственно перемещаться по страницам, видеть товары на различных страницах, фильтруя их по категориям, и также уже непосредственно управлять корзиной товаров. Также мы затронули работу с админ-панелью Django, посмотрели на ее прелести и в чем вообще на самом деле сила Django админки, и добавили некие небольшие улучшения, которые тоже делают наш проект достаточно стабильным и хорошим. Поэтому в данном уровне мы будем уже, как я сказал ранее, погружаться в более глубокие моменты, изучая что-то новое, оптимизируя то, что мы уже с вами написали. В общем, работа будет достаточно большая и интересная, поэтому я предлагаю потихоньку начинать и посмотрим, что ждет нас на данном уроке, в данном модуле. Название модуля «Вводный урок», но это всего лишь название. На самом деле в этом модуле мы проделаем большую работу. И первое, с чем мы будем заниматься, это Class-Based Views. Дело в том, что до этого мы все в проекте, все наши контроллеры, они были созданы с помощью функций. Сейчас же мы будем большинство наших функций переводить в классовое представление. И как раз-таки поговорим уже об этом более подробно, когда начнем разбирать данную тему. Также у нас с Class-Based Views будет идти в промежутке тема с миксинами. Мы посмотрим, в чем прелесть данных конструкций и как их можно использовать. Далее мы поговорим про отправку электронной почты. Дело в том, что, если вы помните, у нас есть на страничке авторизации кнопочка «Забыли пароль». Сейчас она никаким образом не работает, нет никакой функциональности. Мы добавим эту функциональность в наш проект. Далее поговорим про контекстные процессоры. Это интересная тема, которая также нам поможет оптимизировать наш код и проект. И посмотрим, как это будет работать непосредственно, когда уже затронем данную тему. И в конце данного модуля мы поговорим про линтеры и чистый код. Это очень важно, особенно в проекте, когда он становится уже большим, и для совместной работы с другими разработчиками. Код должен быть определенной структуры, с определенными правилами и так далее. И есть специальные инструменты, которые нам в этом помогают. Поэтому мы рассмотрим данную тему как раз-таки в данном модуле. Давайте будем приступать, и первым делом, мы поговорим про тему Class-Based Views. Что же такое Class-Based Views и Function-Based Views, и чем они друг от друга отличаются? Нам легче будет начать разговор с Function-Based Views, так как мы в целом его везде использовали. И можете это вспомнить, когда мы создавали контроллеры. У нас все контроллеры в проекте, они созданы на примере функций. То есть все до этого у нас было создано на классах, на классовых представлениях. Я говорю про модели, про формы, про админку и так далее. Единственное, что мы делали на функциях, это были контроллеры. И это абсолютно нормально, и функции, их часто можно использовать в контроллерах, и есть определенные различия между Function-Based Views и Class-Based Views, мы о них сейчас поговорим. И также в проекте можно совмещать то и другое. Так вот, Function-Based Views мы посмотрим на примере нашего обычного контроллера index, который отвечает за
отображение нашей самой главной страницы. Это абсолютно простой контроллер, то есть мы передаем контекст, который содержит в себе title, и делаем рендер определенной страницы, то есть индекс HTML. На этом все. В чем же плюсы данной конструкции, построенной на function-based views? Да? Это простота в реализации, то есть нам ничего сложного нет написать функцию, да, если вообще разработчик, начинающий разработчик, хоть немного знаком с Python, он может в целом без каких-либо сложностей создать функцию. Естественно, ее же легче создать и в самом проекте Django. Далее, эту функцию намного легче читать. То есть, если мы тоже рассматриваем вариант о том, как сначала разработчик, опять же, начинающий разработчик изучает функции, потом уже только классы, то и функции легче все равно читать, чем классы, особенно в самом начале. Явный поток кода. Ты, когда смотришь на код, да, понимаешь, что ага, вот сейчас в данном случае был использован контекст, далее там мы сделали рендер, все понятно, нет никаких подводных вещей, которые создаются где-то под капотом. Мы также можем легко использовать декораторы для функций. Как вы помните, мы использовали декоратор login_required. Мы его просто вешали сверху нашей функции, и декоратор уже работал. Ну и подходит для одноразовой функциональности. В данном случае, да, здесь у нас данная функция, она один раз используется и все. Но мы про этот момент поговорим более подробно, когда будем сравнивать с class-based views. Минусы. В чем минусы, да? Нам трудно расширять и повторно использовать код. Особенно есть моменты, которые у нас могут повторяться из кода в код. Как вы помните, да, на предыдущем уровне мы с вами изучали такую парадигму, как don't repeat yourself. И функции, они нам не позволят в полном объеме испытать вот эту парадигму. Нам все равно придется использовать какие-то куски кода несколько раз, одни и те же, в разных функциях. Не совсем хорошо, но на начальном этапе, да, это было бы нормально. Когда ты уже идешь дальше, хочется использовать более правильно и красиво. И у нас, так как наш Django проект это в основном веб-сервер, то, естественно, нам нужно обрабатывать достаточно много HTTP запросов. И обработка HTTP запросов в функциях, она работает с помощью if ветвления, условного ветвления. Как вы помните, да, у нас, когда мы создавали с вами контроллер на авторизацию либо регистрацию, мы с вами писали if request метод равен post, то мы делаем то-то, то-то. Иначе же, если это get запрос, да, то мы делаем другое. Опять же, это нормально, но не очень хорошо. Есть способы сделать это намного лучше и красивее. Особенно если происходит несколько различных HTTP запросов. Я имею в виду, может быть, произойти не только post и get, а может быть и patch, и delete. И все эти тогда запросы нам пришлось бы в функциях обрабатывать различными ветвлениями, что просто даже изначально выглядело бы не очень красиво, но зато было бы легче читать. Так вот, если мы уже будем сейчас переключаться на class-based views и смотреть на эти различия, поначалу это может казаться немного сложным, но на самом деле, когда вы сделаете это один раз, второй, третий, вы поймете, в чем есть классные особенности использования именно классового представления. Ну, во-первых, Python, если мы начнем с самого начала, да, Python у нас ООП язык программирования, и идеально было бы, чтобы весь наш код вообще строился на ООП принципах. Как раз-таки в нашем проекте только не хватает именно контроллеры перевести на классовое представление, и тогда все будет в классах. Мы четко здесь можем увидеть, в чем есть различие между class-based views и function-based views. Это результат выполнения
вот этих двух кусков кода, он приводит к одному и тому же результату. Там и там у нас отобразится главная страница с заголовком title. Вот таким вот образом, да, у нас будет выглядеть наша функция индекс, да, переведенная на class-based views. То есть мы пишем здесь, создаем, вернее, класс, наследуемся от определенного класса, который встроен в Django. Мы поговорим, какие есть встроенные классы, от которых нам нужно будет наследоваться. И мы передаем определенные атрибуты, которые уже будем использовать непосредственно в нашем классе. Если в целом посмотреть, это придет больше потом к вам с опытом, очень-очень много различных функциональностей состоит из повторяющихся элементов. У нас всегда будет, практически всегда, будет шаблон, будет заголовок, будет работать с определенными формами, будет переопределение на определенный адрес и так далее. И чтобы каждый раз не создавать велосипед, мы можем обращаться к определенному классу, в данном случае template view, и использовать какие-то общие атрибуты. В данном случае это template name и title, да, то есть мы передаем, и все, значит, мы можем, у нас класс уже будет подключаться, и наша страничка index.html будет уже отображаться. Собственно, в чем плюсы? Мы можем, как я сказал ранее, повторно использовать код, да, переиспользовать различные атрибуты и так далее. У нас выполняется парадигма dry, мы не повторяем себя и не делаем дублирование кода. Мы можем расширять код с помощью различных миксинов, то есть это дополнительные классы, от которых мы можем наследоваться и использовать какие-то определенные вещи, дополнительные атрибуты. Опять же, поговорим об этом, когда будем говорить про миксины. И у нас есть четкое структурирование кода, то есть мы конкретно для каждого из запросов, post-запрос, get, delete, update и так далее, мы можем использовать определенные методы в классе и уже работать с определенным запросом в конкретном методе. В чем же минусы? Ну, очевидный минус на первых порах это сложнее в чтении кода, то есть функции мы сразу четко идем по строчкам кода и понимаем, что происходит. В классе же не совсем всегда все очевидно. И как раз это также является и неявным потоком кода. И использование декораторов требует дополнительной обработки. На самом деле ничего сложного в этом нет. Просто нужно вызывать дополнительные методы. Об этом же мы тоже поговорим, когда будем работать уже в практике. Давайте перейдем в следующий слайд. И первый вопрос, да, который может вообще появиться, когда использовать class-based views, а когда function-based views. Я подготовил небольшую табличку, которая поможет вам в дальнейшем четко определить, что использовать. Function-based views, то есть функции, либо классы. Мы двигаемся с самого начала и переходим к первому вопросу, соответствует ли одно из классовых представлений тому, что мы имеем в виду. То есть, например, мы хотим, как в предыдущем примере, создать класс, который будет отображать у нас какую-то определенную страничку. Соответствует это? Да, соответствует. Можем ли мы использовать class-based views, просто переопределив атрибуты? Да, мы можем воспользоваться template name, да, и передаем сюда определенный уже шаблон, который будет использоваться, и title. Да, мы можем переопределить, да, значит, да, мы используем class-based views. Здесь мы можем это делать. Конечно же, все не всегда вот так просто да-да, и используйте class-based views. У нас бывают и ветвления в сторону нет. Мы с вами конкретно посмотрим на эти примеры, когда будем работать в коде уже, потому что у нас будут некоторые функции, которые мы не будем переводить в классовое представление, а как раз-таки, опираясь на данную табличку, мы поймем о том, что не имеет смысла переводить. В функциях это выглядит намного понятнее и лучше, нежели мы в классах будем делать какую-то кашу, которая в целом будет очень сильно повторять просто использование нашей функции. Поэтому мы не раз еще вернемся к данной таблице и будем обращаться к ее помощи. И, как я сказал ранее, да, в Django уже встроены некоторые классовые представления. В основном мы всегда будем к ним обращаться, потому что нам нужны базовые атрибуты, которые мы сможем переопределять и уже использовать их в нашем коде.
Это некоторые из перечисленных классовых представлений, да, со временем мы научимся использовать более точно те, которые нам нужны. Ну вот как раз-таки первый Based Views — это template view, который мы с вами видели в предыдущем слайде, вот здесь, да. Как раз-таки мы можем использовать этот template view, который позволяет нам, он отвечает за отображение какого-то шаблона. То есть ничего больше не происходит, просто отображаются какие-то шаблоны. Есть определенный generic display views, которые могут отображать уже какую-то детализацию, в том плане, что вот представьте, у нас есть продукты на странице каталога, и когда мы нажимаем, например, на продукт, мы могли бы перейти на какую-то новую страницу уже с подробным описанием продукта. Так вот, это уже будет у нас detail view, то есть отображение какого-то определенного объекта. А list view как раз-таки отображает у нас список всех продуктов. То есть здесь вот эти классы, они нам позволят как раз-таки работать с определенными моментами. То есть когда нам нужно отображать либо список, либо какой-то определенный объект. Принцип работы с list view у нас очень часто может быть такой. То есть у нас на сайте много чего может быть такого, то что нужно отображать списком. То есть мы берем определенную какую-то структуру и хотим ее отобразить. В нашем конкретном случае это только продукты. Но бывает так, то, что, например, представьте, да, вы создаете свою собственную админку, и вам нужно просто в табличке отобразить всех пользователей. Конечно, вы тоже будете использовать list view. Взять, например, у нас, когда мы добавляем товары в корзину, эти товары, они тоже у нас отображаются на страничке определенным образом, и получается у нас тоже есть список товаров, поэтому там тоже может подойти list view, и как раз таки там можно его использовать, к примеру. И далее вот, например, есть также еще generic editing views, то есть мы можем использовать определенные представления, которые отвечают за работу уже непосредственно с созданием, обновлением, либо удалением какого-то объекта. Да, опять же, если мы вспомним, к примеру, корзину товаров, у нас там есть удаление товара, тоже мы можем использовать там delete view. Ну, я говорю о том, что мы можем использовать, не факт, что мы будем использовать. Мы посмотрим, точно ли есть смысл в переводе нашего контроллера basket add и basket delete в классовое представление. В общем, мы будем работать на примере этих классов, будем смотреть, как это все взаимодействует, и потихоньку это изучать. Это то, что касалось теории. Давайте мы с вами перейдем к практике и посмотрим на приложение Products и создадим наши первые классы, то есть переведем наши контроллеры, написанные на функции, переведем в классы. И будем потихоньку работать потом со следующим приложением Users. Давайте перейдем непосредственно в наш уже проект и откроем приложение Products и в нем файл views.py. Первым делом, каким мы займемся, это переведем нашу функцию index непосредственно в классовое представление. Для начала мы импортируем из Django views generic base template view, простите, и будем здесь уже, собственно, создавать класс, который назовем index view. Обращаю ваше внимание, что рекомендуется во всех классах, которые вы создаете в файле views.py, в конце ставить view. Тогда другим разработчикам и вам будет понятно о том, что данный класс — это класс, который отвечает за определенные view представления. И наследуемся здесь от template view. И здесь будем уже определять атрибуты. Но прежде чем перейдем к этому, давайте вернемся в документацию Django и посмотрим на все классы, которые вообще есть встроенные в Django. То есть мы данный слайд видели в нашей презентации, но здесь уже более подробно посмотрим на все. И template view, он встроен в Django. Давайте посмотрим на него. Да, здесь идет описание, которое говорит о том, что template view — это определенное классовое представление, которое рендерит шаблон и уже отображает его на странице. Как раз таки то, что нам нужно. Далее перечислены те классы,
от которых наследуется сам непосредственно template view. Это template response mixin и контекст mixin. То есть про mixin мы поговорим с вами немножко позже. И наследуется также от класса view. Если мы перейдем на класс view, да, увидим здесь описание, в котором говорится о том, что классовое представление view — это master class-based view, от которого уже наследуются все остальные классы, которые мы будем использовать. То есть, как вы видите, сам он ни от кого уже не наследуется, у него есть просто определенные методы. Давайте вернемся обратно к template view и посмотрим дальше, да, то есть у него тоже есть, по сути, те же самые методы, которые в мастер-классе view. И некий экзампл, как можно использовать уже непосредственно template view в контексте определенного другого класса. Мы, по сути, с вами сейчас то же самое сделаем. Давайте вернемся в код. И здесь в нем поддерживается атрибут, который называется template name. И понятным образом нам нужно передать, какой template name мы будем использовать. Вот, собственно, вот таким вот образом мы это и сделали. По сути, на самом деле, вот таким вот образом выглядит новый класс IndexView, который отвечает за отображение нашего главного шаблона. Мы можем уже закомментировать нашу функцию index, и нам единственное, что необходимо сделать, это перейти в urls.py и здесь изменить путь. Да, если мы посмотрим тоже ниже чуть-чуть, у нас есть пример, в котором говорится о том, что таким вот образом мы должны использовать непосредственно в URL patterns. То есть мы раньше передавали ссылку на функцию, сейчас мы передаем обращение к нашему классу, и здесь, собственно, его вот таким вот образом вызываем через asView метод. Давайте мы посмотрим, что же у нас изменилось. По идее, наша главная цель, что у нас ничего не должно измениться, потому что мы меняем только под капотом, но внешне ничего не меняется. Переходим, да, мы видим, что внешне у нас практически ничего не изменилось, за исключением того, что у нас здесь не отображается заголовок. Каким образом можно сделать отображение тайтла? Первое, мы сейчас чуть-чуть затронем, что же такое миксины. Первым способом, как можно отобразить заголовок непосредственно на странице, это, как вы видите, он наследуется от контекст миксин. Если мы посмотрим более подробно, да, у него здесь есть атрибуты экстра контекст, то есть мы можем передавать какой-то определенный контекст. Дело в том, да, что у нас на самом-то деле в нашей функции создавался контекст и передавался в функцию render. Здесь мы нигде не передаем никакой контекст. Каким образом тогда можно вообще работать? Ну, дело в том, что вот первым способом нам предлагают это использовать экстра контекст непосредственно в самом файле urls.py, когда мы вызываем метод asView, и передать там. Давайте мы с вами так и сделаем. То есть мы перейдем в urls.py, вот здесь вызовем метод extra контекст, это у нас словарик, передаем здесь title, и здесь отображаем store. Вот таким вот образом можно передать контекст. Давайте обновим сервер, нашу страницу здесь, и убедимся о том, что у нас шаблон был передан. Но это не всегда удобно, если у нас будет очень много различного контекста, как, например, в Products вот здесь, да, у нас не только title, но у нас еще и категории, продукты, и в urls.py это совершенно неправильно с этим работать. Поэтому можно сделать другим способом, а другой способ заключается непосредственно в методе getContextData. То есть это как раз-таки здесь написано о том, что да, это метод, который у нас будет возвращать словарик, то есть он формирует определенный контекст изначально и возвращает этот контекст в виде типа dict, словарик. Но мы можем его и переопределить, то есть мы можем взять вот такую конструкцию, у нас показан пример, и добавить определенный ключ, который нам необходим, в данном случае это title. То есть мы в нашем классе здесь используем дополнительный метод, который называется getContextData.
как раз-таки мы его можем им пользоваться, потому что этот метод есть непосредственно в классе context_mixin. А этот класс, как вы помните, да, он находится в template view. То есть если мы здесь в код перейдем, то увидим, что есть template response mixin, context mixin и view. Как раз таки вот мы сейчас и используем context mixin в данном случае getContextData. Собственно, здесь создаем переменную контекст, далее вызываем метод super. То есть у нас изначально будет выполняться вот весь вот этот код, который находится непосредственно в context mixin. Он выполнится, и потом он возвращает уже словарик, который мы можем дополнить нашим тайтлом. Здорово. И обязательно в конце нам нужно вернуть этот контекст, иначе он не вызовется, да? Давайте мы с вами обновим сервер и посмотрим, что у нас ничего вот здесь не изменилось. Обновляем, и у нас отображается наш словарик. Вот таким вот образом происходит работа с контекстом непосредственно уже в самих классах. То есть это как раз-таки тот случай, когда в функции у нас все очевидно. Мы создали переменную контекст и передали ее в функцию render, и там уже эти все переменные, они отобразились. Здесь же нам вот необходимо делать таким вот образом, то есть обращаться к методу getContextData и добавлять уже какие-то определенные атрибуты в самом методе. И уже это использовать. Здесь мы удалим нашу функцию, она уже нам ни к чему. У нас будет использоваться вот таким вот вариантом уже. И следующим действием, над которым мы будем работать, это переводить нашу функцию products непосредственно уже в тоже классовое представление. Здесь будет немножко сложнее, потому что у нас достаточно много здесь логики, но мы посмотрим, как это все можно обработать и как это все будет взаимодействовать. Давайте начнем работу о переводе нашего контроллера Products непосредственно тоже в классовое представление. Но прежде чем мы начнем это делать, нам нужно определить две вещи. Первое, вообще стоит ли переводить данный контроллер в классовое представление, а второе, от какого класса нам следует наследоваться. Потому что в IndexView мы наследовались от TemplateView, в Products здесь будет немножко другой класс использоваться, а какой именно, мы поговорим чуть позже. Ну, во-первых, да, что нам следует использовать? Мы давайте перейдем в презентацию, вспомним наш слайд. И получается, если идем с начала, да, соответствует ли одно из class-based views тому, что мы имеем в виду? В целом, да, соответствует, потому что у нас есть конкретный список каких-то объектов, которые мы хотим вывести. И это как раз-таки некий такой общий сценарий для работы со списком объектов. То есть, да, соответствует, плюс у нас есть еще класс для отображения списка объектов. Это list_view, о нем мы поговорим буквально через несколько секунд. То есть мы идем ниже, да, отвечаем на этот вопрос положительно, и можем ли мы использовать class-based view, просто переопределив атрибуты. То есть как это было в index_view, когда мы переопределили просто template name на нужный нам, и все по сути заработало. Здесь у нас тоже мы можем переопределить атрибуты, передав, с какой моделью мы будем работать, и на каком шаблоне у нас должны выводиться эти объекты. То есть, по сути, мы сразу здесь ответили «да», и можем перейти к использованию class-based views. Как я сказал ранее, да, нам нужно будет использовать определенный класс, который отвечает за вывод списка объектов. Как раз таки, если мы посмотрим здесь более внимательно, нам подойдет определенный view класс, который называется list_view. Если мы откроем и посмотрим на него более подробно, у него уже намного больше различных миксинов и классов, а также методов, с которыми можно работать. Мы с некоторыми из ними поработаем и будем изучать по мере поступления, да. Нам нужно вообще изначально, когда что-то используется, ну, в данном случае класс list_view, вообще почитать про описание, что он возвращает, какие у него есть методы и классы, от которых он сам уже наследуется, чтобы нам было легче понимать. Вот в этот класс наследуется от базового класса view, о котором мы говорили ранее. То есть, по сути, да,
это мастер-класс, который нам тоже необходим. Там также есть template response mixin, который отвечает за отображение различных шаблонов. И также есть, например, get context data, да, где мы сможем передать определенный контекст. Потому что если мы вспомним, да, у нас здесь достаточно большой контекст, не только заключающийся в title. Тут еще и есть и categories, и products. Нам понадобятся и другие здесь методы, мы их как раз-таки будем использовать. У нас есть здесь также пример простого использования, да, и в целом мы можем увидеть, что вначале, да, всегда используется какая-то определенная модель, что нам в целом заранее говорит о том, что мы должны передать в нашем классе атрибут в модуль, какой же класс, какую модель мы будем использовать для нашего класса. И такая подсказка, да, на будущее, что ага, мы можем использовать здесь еще и пагинацию. А как раз таки у нас пагинация, она есть, но мы ее делали вручную, а под капотом в самом классе ListView это выполняется уже автоматически, нам только нужно будет передать необходимые параметры. Но мы начнем постепенно из самого простого. Давайте мы импортируем здесь новый класс, то есть из также Django, Views, Generic, но это будет уже у нас list, и импортируем класс ListView. И здесь создаем новый класс, который назовем класс Products ListView. Да, то есть мы вот таким вот образом сразу говорим о том, что у нас будет списковое представление именно самих продуктов. И наследуемся от ListView. И далее продолжаем работу. Нам нужно определить атрибут model, да, то есть с какой моделью мы изначально будем работать. Ну, понятно, что у нас, если мы создаем вообще класс для продуктов, нам необходимо здесь тогда передать основную модель, это products. Вернее, просто продукт. И также template name мы передаем, и это будет у нас строчка, да, мы можем ее, по сути, просто вот здесь скопировать. Так. И передать сюда. Окей. Вот таким вот образом у нас, по сути, тоже класс готов. Понятно, здесь пока нет достаточно многих функций, но самый базовый элемент у нас уже заложен. Давайте мы закомментируем нашу функцию. Мы просто будем на нее опираться позже, когда будем переносить остальной весь функционал. Но сейчас нам абсолютно будет этого достаточно. Далее, что нам нужно сделать? Мы переходим в наше приложение Products, открываем urls.py, и здесь, да, у нас уже нет контроллера Products, мы импортируем здесь просто Product List View. Здесь, пока вот эти закомментируем строчки, а для работы уже непосредственно с продуктами мы здесь передаем класс Products List View и вызываем метод asView. Давайте мы запустим сервер и перейдем на нашу страничку каталогов. Открываем, и мы видим, да, то, что у нас все пропало, то есть как бы сама страница отображается, все есть, то есть шаблон как бы у нас работает, да, по сути, потому что если бы мы, например, здесь не передали бы шаблон, к примеру, и просто бы вот таким вот образом сделали, обновляем, да, у нас нет никакого вообще темплейта, то есть пишет, никакого темплейта не существует. Поэтому нам нужно здесь передать определенный темплейт. У нас просто страничка отображается, но не отображаются товары. Почему так? Если мы посмотрим на документацию и вспомним, что же возвращает у нас list view, он возвращает object list, то есть какой-то список объектов. И нам, конечно же, нужно тогда переопределить еще и наш шаблон. То есть, если мы вспомним, да, здесь у нас был цикл for product in products. Мы обращались к этой переменной и уже могли делать итерацию. Но сейчас этой переменной нет. Мы же ее создавали вот здесь в контексте. Ее нет. Каким образом тогда нужно работать? Так как ListView это такой универсальный класс, разработчики Django не могут заранее предугадать, какое именно название переменной мы будем использовать, да? То есть это может быть products, вот здесь это вообще уже article может быть и так далее. Нужно какое-то универсальное название. И как раз таки универсальное название это вот object list. И мы к нему можем обращаться непосредственно уже в самом шаблоне. Object list.
видите, он подсвечивает, он говорит, значит, то, что он уже создан. То есть он под капотом в контексте создает определенную переменную object_list, и она, по сути, выглядит у нас как в нашем контексте, вот здесь products. И без пагинации пока она выглядит, на самом деле, вот таким вот образом сейчас. То есть у нас object_list представлен в виде вот такого вот варианта. Просто product objects all. Берутся все объекты. Все, мы здесь заменяем, по сути, обновляем. И если мы возвращаемся на нашу страничку вот сюда, да, то видим, что у нас все объекты, они теперь у нас отображаются. То есть мы видим как раз все 6 объектов, которые находятся у нас непосредственно в базе данных. То есть, как вы видите, буквально в 3 строчки у нас был создан наш контроллер, класс-контроллер, который отвечает за отображение какого-то списка объектов. Но понятно, что у нас логика на этом не заканчивается. У нас вот еще и контекст, и пагинация, и фильтрация по категориям. Это все тоже можно сделать. Давайте мы потихоньку это будем тоже создавать. Мы что делаем? Мы переходим в наш класс и вызываем нам уже известный метод, который называется getContextData. И непосредственно здесь уже будем работать. То есть мы изначально создаем переменную контекст, как это было и у нас выше в IndexView, вызываем основной метод, чтобы он сначала выполнился, а потом уже добавляем необходимые нам все параметры, ключи в контекст. Ну, первый контекст, какой нам нужно добавить, это title. Мы его здесь копируем и вставляем вот сюда. Далее нам нужны категории. То есть мы точно так же делаем контекст, categories. И копируем все категории и вставляем их сюда. И все, пока с продуктом мы не работаем, да, пагинацию сделаем чуть другим образом, как это будет более правильно. И возвращаем наш контекст. Вот таким вот образом. Давайте мы обновим сервер, перейдем сейчас сюда и обновим страничку. Обновляем. Так, у нас пишет то, что есть ошибка в переходе на категории, потому что, если мы вспомним, у нас есть здесь шаблон, да, он у нас рендерит категории, и у нас здесь идет products category, правильно? Так как сейчас идет итерация по категориям, понятно, что вот этого URL у нас нет, потому что, помните, мы его вот здесь закомментировали. Поэтому нам необходимо здесь сделать следующее. Нам необходимо раскомментировать пока что вот таким вот образом здесь строчку. И меняем здесь на Product List View, тоже as View вызываем. Обновляем. И обновляем страничку здесь. Да? Все, теперь мы видим о том, что у нас отображаются все товары и отображаются непосредственно все категории. Пока это не кликабельно, то есть здесь у нас ничего такого не работает, да, как это было до этого, и пагинация, естественно, тоже у нас не работает. Нам нужно это починить и, собственно, сделать, чтобы у нас все заработало. Каким образом мы сейчас будем это фиксить? Для того, чтобы сделать фильтрацию непосредственно по категориям, нам нужно будет воспользоваться другим методом, новым методом, который мы еще не изучили. Вернемся в нашу документацию и посмотрим, какие есть здесь методы. Нам нужен getQuerySet. Прежде чем мы к нему перейдем, давайте просто вспомним в нашей консоли, вот здесь, например, мы сейчас из Products, Models Product, мы с вами просто импортируем Objects All, да, вот так сделаем. И мы увидим с вами, что здесь у нас не просто список продуктов выводится, а это список QuerySet именно. Это джанговская конструкция, которая возвращает именно список определенных объектов, лежащих в базе данных. И он называется как раз-таки QuerySet. И вот этот QuerySet, он формируется непосредственно в самом методе, который называется getQuerySet. Если мы посмотрим, да, то в документации написано, что возвращает список из элементов для этого представления. Он может быть итерируемый и используется как QuerySet. Поэтому мы как раз-таки здесь можем переопределить его тоже. Потому что изначально у нас QuerySet формируется из всех продуктов. Что имеется в виду?
помните, да, в нашей функции, в нашем контроллере мы в контексте передавали products. Вот здесь ключ, да, и изначально у нас вообще он формировался, как я сказал ранее, вот таким вот образом. Здесь мы products в getContextData не передаем, потому что у нас сам класс работает непосредственно уже с моделью product, то есть формируется основной query set для работы с этой моделью. Поэтому нам нет необходимости в getContextData его определять. Но нам необходимо, конечно же, формировать этот query set в зависимости от того, какой ID категории приходит нам по выбору той или иной категории на странице. То есть изначально, да, метод getQuerySet, он у нас возвращает просто список всех продуктов. То есть, по сути, он формирует у нас вот этот список. Вот то, что мы вот здесь как раз-таки отобразили. Весь абсолютно список продуктов. Мы это, собственно, можем видеть и на самой странице, то, что у нас они отображаются. Но здесь, да, нам нужно сделать чуть-чуть по-другому. Мы точно так же делаем, сначала определяем переменную querySet, и чтобы у нас изначально querySet заполнился, то есть всеми вот этими данными. То есть у нас вот этот querySet, это будет вот этот product objects all, все объекты. И здесь мы уже можем формировать в зависимости от различных действий. Например, да, у нас сначала мы возьмем category ID. Каким образом можно взять? Да, раньше мы брали category ID, который приходил у нас непосредственно в переменных функций. Мы могли взять отсюда, да, и его уже там делать фильтрацию такую, которая нам необходима. Вот она, собственно, здесь и идет. Каким образом здесь можно сделать? У нас все дополнительные параметры, которые мы вот здесь указываем, они теперь у нас хранятся непосредственно в self-quarks. И там мы уже можем доставать эти переменные. Quarks — это у нас словарик, поэтому мы можем вызвать метод get и достать у него category ID. То есть мы, собственно, обращаемся к вот этой переменной, да, как она здесь у нас определена, так мы ее достаем и вот отсюда. Вопрос, да, может возникнуть, почему мы, например, не таким образом, да, достали. Дело в том, что если у нас словарик будет без данного ключа, у нас выпадет ошибка. А у нас может быть такой случай, когда мы изначально первый раз переходим на страницу каталога, да, у нас категория ID никакой не передается. Поэтому нам нужно рассмотреть все варианты, и вариант, когда категория ID приходит и когда нет, мы можем обыграть вот таким get. Дело в том, что когда мы вызываем get для словарика, если у нас такого ключа нет в словаре, у нас просто тогда здесь будет none определено. Если же есть, да, тогда нам уже будет выдан определенная категория ID. Вот таким вот образом мы берем элемент ID-шник, который у нас передается в URL, и далее мы уже формируем querySet. Мы его можем сразу так вернуть. Прописываем здесь querySet. По сути, мы сейчас вот будем повторять вот эту конструкцию. QuerySet — это у нас уже сформированный вот этот весь список объектов. Поэтому мы здесь к нему можем применить querySet фильтр категории ID по категории ID, да, и мы добавляем обязательное условие, что если у нас категория ID пришел, то есть здесь, если у нас не none. А если же все-таки none, то мы тогда просто возвращаем чистый querySet. Чистый querySet — это вот весь список объектов, вот таким вот образом. По сути, вот таким вот образом у нас может это работать. Давайте посмотрим, как это работает уже на практике, и посмотрим потом еще в дебаг режиме, как это отрабатывает. Давайте перейдем в каталог и, например, нажмем «Одежда». Да? У нас отобразились два элемента с категорией одежды. Новинки, обувь, аксессуары, подарки. Вот таким вот образом можно это все делать. То есть точно так же, как у нас это работало и до перевода на class-based views. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим, как это работает в дебаг режиме, как это все формируется. То есть давайте перейдем вот сюда в каталог, нас перекидывает в наш код.
срабатывает метод getQuerySet, и смотрим сначала вообще, что изначально он формирует. То есть если бы мы не определяли, не переопределяли бы этот метод getQuerySet, что бы он у нас возвращал? Он бы у нас возвращал вот эту вот вещь. Давайте мы смотрим, да, и смотрим. QuerySet как раз-таки вот он возвращает список из 6 элементов, все те элементы, которые нам как раз и были необходимы. То есть вот они здесь, также мы их выводили. То есть просто вызывается all для всех объектов. Далее, да, мы, кстати, можем уже посмотреть, что же у нас содержит в себе вот этот self. Мы идем сюда, находим Quarks здесь. Давайте сейчас, так, вот он. Quarks, да, видите, у нас он пустой, ничего не пришло. Потому что мы изначально перешли здесь на страницу без выбора категории, просто изначально страницу каталога. Поэтому если мы перейдем сюда на категорию ID, да, то, как я говорил ранее, он у нас тип none, то есть у нас ничего нету. И потом мы уже можем применить к этому QuerySet, к нашему, фильтр по категориям, если есть категория, а если же нету, то QuerySet, да, таким вот тернарным оператором. И все, по сути, у нас это отработало. Давайте мы еще раз посмотрим на этот метод, но уже при выборе категории, например, новинки. Опять нас переносит. QuerySet у нас будет тот же самый из 6 элементов. Но Quarks у нас уже будет не пустой. Если мы посмотрим, да, вот он, Quarks пришел, это словарик, ключ категории ID и целочисленное значение 2, то есть ID-шник 2. И, естественно, у нас уже здесь будет формироваться вот этот вот QuerySet с фильтрацией по категориям. То есть отрабатывать будет, по сути, вот этот вот кусок, который у нас как был в функции products контроллере. Вот таким вот образом это происходит. Достаточно вот воспользоваться методом getQuerySet и определить те вещи, которые уже необходимы. Вот, нам по сути остается сделать для нашего списка, вернее для нашего класса ProductsListView последний, это пагинация, потому что у нас пагинация здесь никак не объявлена, хотя она у нас должна работать. А для пагинации достаточно легко все работает, потому что уже это поддерживается под капотом, в плане это происходит в классе ListView, и нам не нужно определять вот здесь класс пагинатор, дальше делать какие-то вещи дополнительные, определять что-то. Нам достаточно передать просто, поскольку объектов должно отображаться на странице. Это совершенно несложно, потому что мы можем переопределить опять же атрибут, да, помните наш слайд из презентации, и этот атрибут называется PaginateBy. То есть изначально, да, он вообще у нас сформирован none. Вот мы можем видеть, да, вообще изначально все, какие есть различные атрибуты. Вот мы воспользовались model, PaginateBy и так далее. Мы его переопределяем и ставим значение 3. Но нам еще нужно не забыть вернуться на products.html, и помните, где у нас формировалась пагинация, здесь везде использовался ключ products, нам нужно переопределить на object list. Здесь тоже object list. Далее здесь также. Далее идем сюда. И там, где у нас формировалась кнопочка следующая. Здесь тоже object list. И здесь object list. По идее, этого должно быть достаточно. Давайте перезагрузим сервер. Перейдем на нашу страничку и обновим ее здесь. Да? Смотрим. Так, у нас странички сейчас не обновились. В чем может быть проблема? Давайте разбираться и посмотрим более внимательно. Ну, когда такие сложности могут возникать, да, мы переходим, например, в документацию и вводим pagination Django list view, чтобы вспомнить просто, как правильно это все делается. Да, у нас идет как раз-таки пример о том, как мы можем пользоваться. Это просто обычный пример. Нам нужен пагинация для list view. Смотрим, да, у нас в целом точно так же мы объявили, что нам нужно пагинировать по 2 объекта на странице, и смотрим. Ага, то есть то, что мы идем, когда по циклу объектов, мы пользуемся не object list, а именно page object. То есть объект на конкретной странице. То есть это тоже ключ у нас создается под капотом, когда
мы объявляем paginate by, и как раз таки уже здесь не object list должен быть, как мы воспользовались непосредственно вот здесь, а именно page object, вот таким вот образом. Какие еще варианты, да? В целом все остальное, то, что мы с вами делали, оно так и остается. Давайте мы возвращаемся сюда и исправляем object list на page object. Page object. Здесь тоже у нас будет page object. Так, здесь идем, здесь у нас будет по пагинации, пагинатор page range. Далее мы здесь делаем page object. Здесь тоже так же. И здесь также. Вот таким вот образом. Еще было бы неплохо вообще сначала изначально определить, что если у нас идет пагинация, да, мы можем, например, воспользоваться ключом isPaginated, то тогда уже отображаем вот эту всю пагинацию, потому что если у нас нет пагинации, то тогда зачем вообще отображать вот эти предыдущие, следующие, да, потому что если у нас всего 3 объекта в базе данных, да, то у нас тогда и будет отображаться вот здесь вот таким вот образом предыдущее, следующее, никаких цифр, ну, как-то нелогично, поэтому мы здесь вот этот маленький баг уберем в том плане, чтобы у нас не отображалось лишнее. Так, и, естественно, нам нужно в URLs здесь тоже раскомментировать. Мы здесь с вами передаем product list views as view. И вот здесь у нас где page, да, page number, нам нужно ставить просто page, потому что мы везде и там в самом HTML файле и во views у нас будет использоваться именно ключ page, а не page number, поэтому мы его здесь и оставляем вот таким вот образом. Давайте перезагрузим, обновим страницу. Давайте сюда, в каталог перейдем, да, посмотрим. Все, теперь здесь у нас так отображаются. Попробуем перейти на вторую страницу, да, супер, все отображается. Предыдущие объекты. Также продолжают у нас работать наши отдельные фильтрации. Как вы видите, один объект, и у нас уже никакая пагинация не отображается, потому что пагинировать, собственно, нечего. Одежда 2 объекта тоже, да, но если мы перейдем на главную страничку, да, у нас уже здесь как раз таки пагинация появляется. Вот таким вот образом происходит перевод нашего вот этого контроллера products непосредственно в сам класс. Да, может быть много сейчас вопросов о том, как это на самом деле все работает под капотом, все как будто какая-то магия происходит. Опять же, я вас уверяю, что чем больше практики у вас будет, чем больше вы классов переведете на, вернее, чем больше контроллеров вы переведете на class-based views, тем понятнее станет, потому что везде используются плюс-минус одни и те же методы. Get query set, get context data. Просто раньше мы это все запихивали в одну кучу и все делали, да, как бы в одном месте. Сейчас это все у нас распределяется. Ага, контекст мы формируем непосредственно в get context data. Query set фильтруем непосредственно, если у нас приходят какие-то дополнительные атрибуты, да, формируем в get query set, потому что до этого мы его формировали здесь, пагинацию здесь, да, контекст потом отдельно формировали, ну, не очень удобно на самом деле. Пагинация вообще под капотом происходит, там нужно только переименовать правильно переменные. Вот, поэтому таким вот образом это все происходит. Давайте мы с вами удалим здесь наш контроллер products, он уже нам не понадобится. Все, здесь пагинатор тоже уже нам не нужен. Рендер, вот, кстати, тоже уже не нужен. Вот таким вот образом. Следующим действием у нас будет разбор того, нужно ли нам переводить и как переводить basket add и basket remove. Этим мы и займемся в следующем видео. Давайте попробуем перевести basket от контроллера непосредственно тоже в классовое представление. Для этого мы воспользуемся следующим классом, который называется createView. Да, то есть более подробно у нас до этого мы использовали TemplateView, который входил в BaseViews, потом Generic DisplayViews мы воспользовались ListView и сейчас воспользуемся createView. Да, здесь достаточно много различных миксинов, классов и так далее. Мы попробуем делать это на самом деле сразу, переводить наш контроллер непосредственно в класс. Для этого мы также делаем импорт из generic, уже, правда, едет, и здесь нам нужен createView.
Далее мы идем сюда и создаем новый класс, который назовем Basket Create View. И наследуемся от Create View. Здесь мы должны передать модель Basket. И по сути, что мы делаем дальше? В Create View, по сути, когда создаются какие-то либо объекты, выполняется обычно пост-запрос. На отправку пост-запрос, да, отправляются какие-то данные, и у нас происходит сохранение объекта, как это было, помните, там при регистрации. И во всех таких вот классах, там create view, update view и так далее, есть различные методы. Они обычно идут от вот этого мастер-класса view, вот название этих методов get, post, put и так далее. И в create view есть метод, который называется post. Выглядит он вот таким вот образом. Если посмотреть более подробно, как он под капотом выполняется, да, то вот здесь вообще изначально в самом view берется какая-то форма, валидируется. Нам это знакомо с процесса авторизации, регистрации. И уже сохраняется объект. Но если мы идем сюда, да, нам нужно в целом перенести, у нас тут немножко специфичная логика. Специфично в каком плане? Дело в том, что у нас в этом методе post не сохраняется какой-то конкретный объект, не создается. У нас, да, мы берем продукт здесь, мы уже знаем, как взять из URL адреса определенную переменную. Мы обращаемся к Quarks, здесь get, да, к примеру, и уже product ID. Далее мы здесь объявляем переменную baskets, и далее, получается, здесь уже идет у нас проверка if not baskets, exists и так далее. То есть мы делаем всю остальную логику, которая у нас была в контроллере. И тут возникает вопрос вообще, а стоит ли? Потому что у нас, по сути, мы берем вот так и переносим всю нашу логику в пост запрос. Обычно у нас create view работает с каким-то конкретным объектом и его создает. А у нас это просто контроллер, который работает на определенный триггер. Триггер заключается в кнопке «Отправить в корзину». То есть здесь нет какое-то создания формы и так далее. По сути, минимальные действия. И здесь как раз-таки мы сейчас вернемся с вами опять в нашу подсказку, да. У нас в целом соответствует создание нашего объекта корзины одному из class-based views. То есть мы можем воспользоваться create view. Но следующее, да, можете вы ли использовать class-based views, просто переопределив атрибуты? Ну, не совсем так, потому что, да, нам в post методе мы его даже, мы не пользуемся изначальным пост методом, да, как мы это делали, например, в getContextData, то есть мы изначально вызывали уже готовый и потом дополняли его просто. А здесь мы прям изначально полностью его переопределяем. Окей, получается, здесь мы отвечаем нет. Далее, нужно ли нам погружаться в исходный код Django только для того, чтобы заставить его работать как class-based views? По сути, да, нам нужно посмотреть, как вообще работает изначально пост метод и его переопределить. То есть мы здесь тоже отвечаем да. И создание нашего class-based views вызывает головную боль, как это правильно сделать, да. В целом, ну не то, что головная боль, у нас мы не видим смысла в том, стоит ли это делать. Переводить всю функцию, которая в целом работает хорошо и нормально, и понятно, как там идет логика, в классовое представление. И мы здесь отвечаем «да», и поэтому мы пришли первый раз к моменту о том, что нам говорят «используйте function-based views». Поэтому в данном случае мы не будем переводить весь наш вот этот basket add непосредственно в классовое представление. Здесь это не имеет смысла никакого. Поэтому мы здесь вот так все удаляем, и здесь нам create view тоже не нужен. По сути, с basket remove мы здесь могли бы в delete view перевести. Здесь у нас в документации есть класс, да, который для работы с удалением объектов называется delete view. Ну, так как у нас basket от контроллер получается обычный и basket remove, мы оставим это уже просто в функциональном представлении и не будем здесь это ничего уже затрагивать.
То есть в нашем приложении Products мы перевели два класса: IndexView и ProductsListView в классовое представление. Следующим действием, которым мы займемся, это мы будем переводить наши контроллеры Login, Registration, Profile и Logout также непосредственно в классовое представление. Здесь как раз-таки мы уже сможем нормально, классно, все хорошо сделать. Поэтому предлагаю начать этим заниматься. Давайте начнем заниматься переводом контроллеров в нашем приложении Users. И первым делом мы займемся не логин, а контроллером Registration. Почему? Потому что регистрация — это, по сути, создание нового объекта. А какого объекта? Конкретно объекта пользователя. Поэтому нам легче будет с этого начать, потому что мы уже немножко затронули наш класс CreateView, вернее, джанговский класс, и мы конкретно с ним будем уже работать. Если посмотрим, да, опять же, он наследуется от мастер-класса View. В нем есть работа с моделями, с формами, то, что нам необходимо, с шаблонами, тоже то, что нам необходимо. Поэтому мы сейчас, собственно, начнем потихоньку это переводить. Поэтому для начала мы с вами импортируем из Views, Generic, Edit и импортируем CreateView. И здесь мы будем создавать, собственно, наш класс. Класс мы назовем User Create View. Вот таким вот образом можно. Либо таким образом, либо давайте User Registration, чтобы было более понятно. User Registration View. И здесь наследуемся от CreateView. И теперь, какие нам атрибуты необходимы? Ну, первый атрибут, конечно же, это название модели. Мы будем работать с объектом user. Да? У нас он не импортирован. Давайте мы его здесь, собственно, импортируем from users models user. То есть мы будем работать с этим объектом. У нас класс будет понимать сразу, ага, мы, получается, будем работать с объектом, с каким-то объектом из этой модели. Далее, что нам необходимо? Нам нужно передать template name, конечно же, по какому шаблону, где будет храниться у нас все вот это вот представление. Это будет храниться у нас непосредственно в user registration HTML. Поэтому мы его вот здесь так передаем. Что нам необходимо дальше? Мы здесь добавляем новый атрибут еще, который называется form class. То есть нам необходимо передать здесь все различающиеся атрибуты от контроллера к контроллеру. То есть, опять же, у нас, если мы здесь заметим, да, у нас registration, profile, даже логин, они в целом очень все похожи. То есть у нас везде идет проверка, что это за запрос, потом мы определяем форму. Если форма валидна, мы ее сохраняем. Если же нет, да, у нас там просто либо какая-то ошибка, ну, мы здесь ее не обрабатывали. Если же это get запрос, да, мы тогда просто форму отображаем. То есть у нас как бы каркас, он всегда один и тот же. Нам нужно только для этого каркаса всегда менять различные атрибуты. В данном случае это модель user, form class будет user registration form, template name такой-то. В профайле, по сути, все то же самое будет, только form class будет, естественно, user profile form, и template name будет тоже другой, это будет profile HTML. Все, а по сути логика, она происходит вся та же самая. Просто нам необходимо ее как бы заключить во что-то такое общее, чтобы вот мы могли пользоваться вот этой парадигмой don't repeat yourself. Поэтому здесь нам нужно передать form class, но мы здесь не вызываем наш user registration form, да, как это было вот здесь, например. Это неправильно, нам нужно передать ссылку на класс. Дело в том, что под капотом возьмется вот этот наша ссылка на класс, и этот класс уже вызовется под капотом со всеми нужными переменными, которые необходимы. Потому что вот здесь, да, например, мы передаем просто переменную дата. А в профайле мы передаем, видите, достаточно много различных переменных, не только дата, но еще и instance, и files. Да, но это все нам уже будет не важно, потому что это все будет обрабатываться под капотом.
Опять же, одна из причин, почему мы не могли начать использовать классы изначально, да, потому что если бы мы начали их использовать в самом начале, без создания контроллеров с помощью функций, мы бы не понимали, как это все работает. Сейчас мы уже знаем, как это все происходит, и можем вынести все эти вещи куда-то вовне, понимая, что, ага, где-то под капотом оно само это обрабатывается. Ну, не само, мы уже знаем, как это все на самом деле происходит. Вот, и еще, да, какие моменты здесь отличаются? Здесь еще отличается момент, то, что у нас идет потом HTTP Response Redirect. Да, мы вот на этих двух смотрим, в целом они очень похожи. У нас реверс здесь идет на users login, а здесь на users profile. И нам нужно тоже передать здесь определенную атрибут, куда после успешного сохранения формы будет пользователь перенаправляться. Это метод success URL, но мы не можем воспользоваться там просто reverse функцией, да, как это было в нашем контроллере, потому что она подходит непосредственно для работы с контроллерами, а нам нужно импортировать немножко другую функцию, которая называется reverse lazy, и ей уже воспользоваться в нашем классе вот здесь. И смотрите, все, наш весь контроллер регистрации, который был вот здесь, он перешел вот сюда. Практически все, да, нам нужно будет поработать еще вот с этой вот штучкой, но все остальное у нас уже сделано. Всего лишь получается 1, 2, 3, 4, 5 строк. Все, мы просто переопределили нужные атрибуты, и по идее это должно работать. Ну, естественно, нам нужно еще вернуться в urls.py и вот здесь импортировать user registration view. Здесь мы тоже user registration view as view делаем. И давайте проверим, что у нас в шаблоне все установлено верно, как нужно. По идее, должно быть все верно. Вот эта переменная форма, она как бы по умолчанию, она создается непосредственно уже в самом контексте. Так. Ну, если будет ошибка, да, посмотрим на месте. Давайте мы перейдем сюда. Вообще вспомним, какие у нас есть пользователи сначала, чтобы мы не создавали каких-то новых. User, Objects, All. Да, так вот у нас 2 пользователя. Ну, давайте мы создадим нового пользователя. Перейдем сюда. Так, нужно. Регистрируемся. Давайте, ну, пусть будет все вот так же. Имя пользователя. Давайте таким образом. Электронная почта. Так. И подтверждение пароля. И нажмем «Создать аккаунт». Мы перенаправились на страницу авторизации. По идее, значит, все отработало. Можно попробовать авторизоваться. Да, мы авторизовались. В профиль перейдем. Все, да, то, что у нас и создано. Ну, еще на всякий случай здесь убедимся. Да, у нас вот создался пользователь. Значит, все у нас отработало как нам и нужно. Все работает супер отлично. И, как вы видите, да, всего лишь 5 строчек, и наш класс готов. То есть никаких больших усилий. Вот в этом на самом деле и прелесть. То есть вся работа, она уже выполняется не нами и написано уже не нами. Нам просто нужно понимать, как это правильно все работает внутри, а остальное уже дело техники, как говорится. Мы пока не будем удалять, потому что нам нужно будет воспользоваться еще вот выводом сообщений. Мы это сделаем, когда затронем тему работы с миксинами. Сейчас пока оставим, да, перейдем к профайл классу и с ним поработаем. Профайл это получается у нас будет просто не create view, а наш update view. То есть, по сути, видите, практически те же самые классы, только здесь уже не создание объекта, а именно обновление объекта. Поэтому мы здесь импортируем класс update view. Идем, давайте мы вот это опустим вниз, вот сюда. И здесь создадим новый класс. Назовем его user profile view. И наследуемся от update view. И точно так же мы указываем,
какой объект, вернее, ну, с какой моделью мы будем работать, и тем самым указываем, какой объект будет у нас обновляться. Ну, объект модели пользователей. Form класс. У нас для работы с обновлением пользователя будет работать вот эта наша форма, да? Мы ее создавали, она здесь уже будет работать, отображать и так далее. Далее, template name. Мы его, по сути, тоже здесь копируем. И success URL, да? Success URL у нас, мы его на самом деле не здесь определим, чуть попозже объясню, как мы это сделаем, да, пока вот таким вот образом. Так, у нас user profile view готов. Что нам необходимо сделать, что нам не хватает? Ну, кстати, нам не хватает в registration view и в profile view, это title, да, было бы неплохо его определить здесь, но мы не будем, хотя давайте здесь get, так, сейчас def get context data, контекст, супер контекст, и здесь точно так же передаем title. Так, какой у нас там title был? Так, не могу найти, где он у нас. Он, видимо, у нас и не формировался, да, здесь. Давайте мы его создадим. Посмотрим на другие моменты, другие контроллеры, как у нас там формировался title. Таким вот образом. Поэтому мы здесь тоже store, регистрация. Вроде без ошибок. Ага. И надо обязательно вернуть контекст. И мы точно так же делаем это в user profile view. Дело в том, что нам здесь контекст еще понадобится для одной вещи. Здесь у нас будет личный кабинет, написано личный кабинет. Вот, но у нас в контексте, да, если мы вспомним, у нас еще здесь в контексте передается не только title, но еще и передается и baskets. Поэтому нам необходимо здесь как раз-таки его тоже передать. Мы формируем здесь контекст, называем baskets, потому что у нас иначе корзина не будет отображаться. И здесь нам нужно обратиться как-то к юзеру, да, а каким образом мы можем это сделать? Ну, self, request, self содержит в себе еще request, и можем уже обращаться вот в этом реквесте к пользователю. Вот таким вот образом. Это то, что касалось profile view. Что же касается success URL? Нам необходимо сначала давайте посмотрим вообще, что за ошибка будет вызываться. Так, мы идем в URL сначала. Так, здесь профайл, мы давайте его закомментируем. Сейчас, секунду. Так, и идем непосредственно сюда. User Profile View. И здесь у нас будет тоже User Profile View as View. Вот таким вот образом. Да, и такой момент, который достаточно важный, и он отличается немножко от нашего предыдущего момента, что у нас здесь профайл просто и все, да, и мы могли переходить на страничку профиля. Но когда мы работаем с User Profile View, который наследуется у нас от Update View, он работает с каким-то конкретным объектом, то есть ему нужно понимать, что за объект это. То есть нужен ID-шник этого объекта. Да, мы получили модель пользователя, но нам нужно же взять этот объект. И чтобы Django понял, что за объект у нас происходит, с каким объектом мы ведем обновление, нам необходимо здесь передать дополнительный параметр, и мы передаем здесь вот таким вот образом primary key, то есть у нас второй ключ будет передаваться, вернее, второй параметр, да, сначала profile, потом integer primary key, здесь будет у нас передаваться непосредственно ID-шник нашего пользователя. Вот, ну если мы сейчас так обновим и перейдем непосредственно на store, потом вот он у нас уже здесь ругается, да, то, что он не понимает, какой нужно ID-шник передавать, потому что у нас вот здесь в темплейте
products.html, да, нет, не в products.html, а в index.html есть шапка, прошу прощения, base.html, которая ведет в профиль. И вот здесь нам как раз-таки нужно отображать ID-шник профиля. Как мы это можем сделать? Ну, помните, мы можем обращаться глобально к переменной user, поэтому нам не составит труда сделать вот таким вот образом, user ID. Обновляем, да, все окей, можем теперь перейти в профиль. Здесь тоже ругается, нам нужно потому что чуть-чуть подчинить профайл HTML. Где-то здесь у нас тоже берется пользователь, видимо. Вот он, action, да, когда форма у нас отправляется, здесь URL должен понимать, куда нужно отправлять данную форму, user ID, таким вот образом. Обновим, так, basket remove ругается на этот. Так, сейчас смотрим. Так. Basket remove у нас находится непосредственно вот здесь. Baskets. Так. Так, давайте еще раз посмотрим на views. У нас, кстати, здесь такое небольшое лирическое отступление. Можно не request user делать, а так как мы работаем с непосредственно моделью пользователей, здесь есть self-object, который сразу говорит о том, что мы работаем с объектом пользователя. И, кстати, вот здесь запятую, может быть, в ней была проблема. Давайте обновим. Обновим здесь. Все. Теперь все работает. То есть вот у нас отображается теперь все как необходимо. Корзина, профиль и так далее. То есть, по сути, у нас наш view готов, за исключением, что только давайте попробуем изменить имя и нажать «Сохранить». Да? Как вы видите, у нас после сохранения формы некуда Django редиректить нас. То есть здесь у нас был success URL, здесь его нету. По идее, да, ну, почему нет? Мы могли бы вот так сделать success URL, users login, да, и что у нас там было? Users profile, да, вот таким вот образом. Но штука в чем? В том, что у нас, помните, URL вот этот, он не просто users profile теперь, у него есть еще дополнительные аргументы, и его нужно как-то передать. Поэтому мы здесь обратимся к новому методу, который называется getSuccessURL. Вот здесь он находится. И мы его прям полностью переопределим. То есть до этого, да, как он работает, посмотрим, он просто проверяет, что если есть success URL, то есть вот этот адрес, да, то по сути он просто его формирует и его возвращает, там нас редиректит. Ну, более сложно, да, здесь вот такая конструкция. Мы же с вами сделаем следующим образом. То есть мы сделаем return reverse lazy, мы здесь передаем users profile, и здесь у нас дополнительные аргументы, которые передаются следующим образом. Можно передать через args, вот таким вот образом. Мы обращаемся к self-object ID, и тогда мы сможем, ну, собственно, перейти, да, у нас будет success URL срабатывать необходимо. Здесь мы так удаляем. И теперь давайте попробуем обновить. У нас спросят подтвердить повторную отправку формы. Да, продолжаем. Все, нас перенесло, и мы как раз-таки уже с обновленными данными. Вот таким вот образом это работает. То есть, как вы тоже можете заметить, да, у нас на самом деле user profile view чуть больше, конечно, чем registration view, но по сути сама структура сохранена, все то же самое. Вот, поэтому profile form мы с вами можем удалить, за исключением вот чего. У нас еще логин required здесь есть, да, то, что нам необходимо сделать так, чтобы у нас, по сути, когда пользователь не авторизован, он не мог перейти на страничку профиля. Это решается достаточно легко, мы просто с вами, давайте импортируем его здесь, и можем теперь воспользоваться им в URLs. То есть, каким образом? Давайте сюда, логин required, и просто вешаем его вот сюда теперь, вот таким вот образом. То есть теперь у нас вот вызов данного класса, он обязателен, вернее, авторизация важна для вот этого вот класса. Таким вот образом это происходит. Так, что еще?
вроде бы мы здесь все сделали, да, мы только success message, да, здесь добавим чуть позже, как я сказал, когда посмотрим работу с миксинами. Вот, в целом здесь все окей. Мы можем вот эти, давайте, два наших контроллера, мы просто их пока удалять не будем, мы их в самый низ просто опустим. Вот. Следующим шагом, да, мы займемся работой уже с переделыванием контроллера логин в логин view. Давайте попробуем перевести баскет от контроллера непосредственно тоже в классовое представление. Для этого мы воспользуемся следующим классом, который называется createView. Да, то есть более подробно у нас до этого мы использовали TemplateView, который входил в BaseViews, потом Generic DisplayViews мы воспользовались ListView, и сейчас воспользуемся createView. Да, здесь достаточно много различных миксинов, классов и так далее. Мы попробуем делать это на самом деле сразу, переводить наш контроллер непосредственно в класс. Для этого мы также делаем импорт из generic, уже, правда, едет, и здесь нам нужен createView. Далее мы идем сюда и создаем новый класс, который назовем basket createView. И наследуемся от createView. Здесь мы должны передать модель basket. И по сути, что мы делаем дальше? В createView, по сути, когда создаются какие-то либо объекты, выполняется обычно пост-запрос. На отправку пост-запрос, да, отправляются какие-то данные, и у нас происходит сохранение объекта, как это было, помните, там при регистрации. И во всех таких вот классах, там createView, updateView и так далее, есть различные методы. Они обычно идут от вот этого мастер-класса view, вот название этих методов, get, post, put и так далее. И в createView есть метод, который называется post. Выглядит он вот таким вот образом. Если посмотреть более подробно, как он под капотом выполняется, да, то вот здесь вообще изначально в самом view берется какая-то форма, валидируется. Нам это знакомо с процесса авторизации, регистрации. И уже сохраняется объект. Но если мы идем сюда, да, нам нужно в целом перенести, у нас тут немножко специфичная логика. Специфично в каком плане? Дело в том, что у нас в этом методе post не сохраняется какой-то конкретный объект, не создается. У нас, да, мы берем продукт здесь, мы уже знаем, как взять из URL адреса определенную переменную. Мы обращаемся к Quarks, здесь get, да, к примеру, и уже product ID. Далее мы здесь объявляем переменную baskets, и далее, получается, здесь уже идет у нас проверка if not baskets, exists и так далее. То есть мы делаем всю остальную логику, которая у нас была в контроллере. И тут возникает вопрос вообще, а стоит ли? Потому что у нас, по сути, мы берем вот так и переносим всю нашу логику в пост запрос. Обычно у нас createView работает с каким-то конкретным объектом и его создает. А у нас это просто контроллер, который работает на определенный триггер. Триггер заключается в кнопке «Отправить в корзину». То есть здесь нет какое-то создания формы и так далее. По сути, минимальные действия. И здесь как раз-таки мы сейчас вернемся с вами опять в нашу подсказку, да. У нас в целом соответствует создание нашего объекта корзины одному из class-based views. То есть мы можем воспользоваться createView. Но следующее, да, можете вы ли использовать class-based views, просто переопределив атрибуты? Ну, не совсем так, потому что, да, нам в post методе мы его даже мы не пользуемся изначальным пост методом, да, как мы это делали, например, в getContextData, то есть мы изначально вызывали уже готовый и потом дополняли его просто. А здесь мы прям изначально полностью его переопределяем. Окей, получается, здесь мы отвечаем нет.
Далее, нужно ли нам погружаться в исходный код Django только для того, чтобы заставить его работать как class-based views? По сути, да, нам нужно посмотреть, как вообще работает изначально пост метод и его переопределить. То есть мы здесь тоже отвечаем «да». И создание нашего class-based views вызывает головную боль, как это правильно сделать, да. В целом, ну не то, что головная боль, у нас мы не видим смысла в том, стоит ли это делать. Переводить всю функцию, которая в целом работает хорошо и нормально, и понятно, как там идет логика, в классовое представление. И мы здесь отвечаем «да», и поэтому мы пришли первый раз к моменту о том, что нам говорят используйте function-based views. Поэтому в данном случае мы не будем переводить весь наш вот этот basket add непосредственно в классовое представление. Здесь это не имеет смысла никакого. Поэтому мы здесь вот так все удаляем, и здесь нам create view тоже не нужен. По сути, с basket remove мы здесь могли бы в delete view перевести. Здесь у нас в документации есть класс, да, который для работы с удалением объектов называется delete view. Ну, так как у нас basket add контроллер получается обычный и basket remove, мы оставим это уже просто в функциональном представлении и не будем здесь это ничего уже затрагивать. То есть в нашем приложении Products мы перевели два класса, Index View и Products List View в классовое представление. Следующим действием, которым мы займемся, это мы будем переводить наши контроллеры Login, Registration и Profile и Logout также непосредственно в классовое представление. Здесь как раз-таки мы уже сможем нормально, классно, все хорошо сделать. Поэтому предлагаю начать этим заниматься. Так, что же такое миксины? Миксины это по сути просто дополнительные примеси для наших классов. То есть они добавляют какую-то дополнительную обработку, дополнительный какой-то функционал, который нам необходим. И вот как раз таки вот помните в регистрации у нас вот здесь у нас выводилось сообщение о том, что мы успешно зарегистрированы. И вот для того, чтобы это у нас продолжало работать, нам необходимо добавить это в наш класс. Не всегда в классах после создания объекта у нас выводится какое-то сообщение, это не всегда нужно делать. Но иногда, когда необходимо, мы можем просто добавить дополнительный миксин, дополнительный класс, который позволит нам это обрабатывать. Это к вопросу о том, почему он сразу не встроен, например, в Create View. Ну, потому что, опять же, он не всегда используется. Поэтому мы здесь с вами импортируем из Django contrib messages, views, и называется это success message mixin. Вообще, на самом деле, да, можем изначально загуглить success message mixin, перейти в документацию, да, и посмотреть более подробно, как он, собственно, работает. Вот, и здесь уже выводится вот более подробно миксины, как раз вот в Create View, да, и вот как это должно выглядеть. На самом деле ничего сложного, нам надо просто добавить здесь сообщение. Важное, очень важное замечание о том, что все миксины, вот, их можно увидеть, они заканчиваются словом миксин, они должны идти перед классами, а потом уже сами классы. Поэтому мы, когда здесь импортировали в User Registration View, мы вставляем Success Message Mixin, и теперь мы можем добавить здесь Success Message. И как раз-таки мы вставим наше сообщение, которое, где оно? Вот, вы успешно зарегистрированы. Давайте. Вот. Таким вот образом. Давайте проверим, как это работает. Мы сделаем следующим образом. Мы возьмем пользователя нашего user objects get username и удалим его, чтобы мы могли поработать с ним. Так, идем сюда, войти, регистрация. Давайте Валерий, val. Здесь будет у нас просто val@mail.com, пароль и подтверждение пароля. Нажимаем создать аккаунт. Все, вы успешно зарегистрированы. Как вы видите, да, сообщение у нас до сих пор появляется. Вот таким вот образом можно, собственно, работать с миксинами. Но на самом деле
работа в этом не заканчивается. Мы создадим сейчас свой собственный миксин для того, чтобы более подробно понять, как это работает. И вообще для чего миксины нужны. Смотрите, возможно, вы заметили, да, у нас в каждом классе практически есть вызов метода getContextData, в котором мы передаем title. Здесь title, здесь у нас title, у нас там в приложении products тоже здесь title и здесь title. Было бы классно, да, например, если бы мы могли вот так сделать title и передать здесь какой-то определенный title, и все. Не передавая их там в URL, вспомните, как мы делали это экстра контекст и так далее, это неудобно. Поэтому мы с вами здесь в Store создадим новую папку, которую назовем Common. Это что-то общее. И в этой Common мы создадим еще один файл, который назовем Views. И в этом Views мы с вами как раз-таки создадим наш собственный миксин, который будет отвечать за работу с тайтлом. Как он будет выглядеть? Мы создадим самый обычный класс, назовем его Common Context Mixin. Можем назвать, например, его и title, например, Mixin, но вообще давайте мы, да, назовем его title Mixin, но в дальнейшем, когда у нас будут какие-то общие поля во всех наших классах, мы можем переименовать данный класс в Common Mixin для того, чтобы потом в дальнейшем все общие поля вот выносить как раз-таки в этот класс. Но пока у нас всего лишь title, да, поэтому мы его и назовем title. Давайте title Mixin. Пусть так и будет. Далее мы здесь определяем title, что это у нас none. То есть он изначально у нас не определен. А потом мы здесь, не вызываем метод, но мы делаем следующий getContextData. То есть нам знакомый метод мы сюда передаем, он должен быть точно такой же в названии, как и во всех остальных наших классах. То есть мы здесь передаем таким вот образом. Далее мы обязательно делаем контекст вот таким вот образом, чтобы у нас всегда сработал наш изначально базовый метод getContextData, и не обращайте внимания на то, что подсвечивает, да, он и будет подсвечивать, он говорит о том, что он не знает такого метода в title mixin, но тут небольшая хитрость будет, мы с вами на нее посмотрим чуть попозже. Здесь quarks передаем, и далее вот здесь как раз-таки теперь мы можем передать контекст. Передаем title и передаем сюда наш title, который мы вот здесь создали, то есть self title. Таким вот образом. И возвращаем обязательно наш контекст. Все. Он создан. Мы теперь можем, давайте в Products перейдем. Удалим здесь getContextData. Просто проверим сначала то, что у нас удалился наш title. Вот здесь, да, и видите, он не отображается. Теперь мы можем из Common Views Title Mixin добавить mixin непосредственно теперь вот сюда. И так как title mixin у нас передан, мы можем теперь title, видите, он нам говорит, что он есть у нас title, можем передать его сюда. Таким вот образом. И получается, когда у нас будет вызываться наш вообще весь этот класс, у нас будет также срабатывать и title mixin, в котором будет вызываться getContextData. А этот getContextData, он будет подхватывать как раз-таки контекст-дату определенного класса, но в данном случае IndexView, и проставлять туда как раз-таки необходимые для нас title. Давайте обновим, смотрим. Видите, store здесь появился. Это на самом деле очень удобно, и меньше кода теперь возникает. То есть мы идем по принципу нашего don't repeat yourself, потому что везде этот контекст дата с тайтлом он повторялся. Мы можем и здесь его добавить. Мы давайте выносим title вот сюда, store каталог. Здесь можно теперь удалить. Здесь мы оставляем все. В user views теперь идем. Здесь тоже from common views title mixin. Здесь тоже title. Давайте store авторизация. Далее здесь у нас будет title mixin.
Вот. Ну, в каком порядке сами миксины идут, неважно. Главное, чтобы миксины были перед вызовом самого класса. Теперь здесь можно добавить класс title. Title у нас будет вот 100 регистрация. Здесь вообще можно вот этот контекст даты теперь удалить. Видите, у нас теперь просто класс вообще без вызова методов, а просто переопределение атрибутов. Далее здесь тоже таким вот образом. И логаута у нас нет, да? Все, вот давайте проверим, что у нас все работает. Здесь отображается, в каталоге отображается, в IT авторизация отображается, здесь тоже отображается. Давайте войдем. И в профиле тоже отображается. Все, это вот принцип миксинов. На самом деле очень классно и удобно с ними работать. Вот, поэтому такая вот хорошая фича. Вот, мы с вами закончили в целом с работой переводов контроллеров в class-based views. Следующим шагом, которым мы займемся, это у нас будет отправка электронной почты. Вот, как раз таки сейчас об этом будем с вами подробнее говорить. Давайте следующим шагом, которым мы займемся, это добавление работы с электронной почтой. На самом деле это достаточно важная тема, потому что отправка электронной почты встречается достаточно часто. Нам нужно отправлять электронные письма при подтверждении адреса электронной почты, при сбросе пароля, возможно делать какие-то рассылки. В общем, случаи бывают разные, и нужно уметь работать с отправкой электронных писем. И благо в Django есть хорошая система для работы с электронными письмами. Мы начнем изучать самого базового электронного письма, которое мы можем отправить, и получим его просто в консоли, и дойдем уже потом до того уровня, когда будет у нас отправляться через какие-то реальные сервера. Почта будет отправлять через реальные сервера уже непосредственно к пользователям. Конкретно в нашем примере мы будем разбирать такую отправку электронной почты, как подтверждение адреса электронной почты после регистрации. То есть пользователь у нас, когда регистрируется, ему после регистрации на электронный адрес, который он ввел при регистрации, будет отправляться письмо, в котором будут спрашивать его о том, чтобы он подтвердил свой адрес электронной почты. И если он его подтверждает, да, то тогда он уже может там дальше авторизовываться и так далее. Давайте, собственно, начнем сначала и перейдем в документацию. Посмотрим вообще, о чем нам говорит Django, как можно работать, собственно, с отправкой электронных писем. Быстрый пример, как здесь говорится. Мы можем воспользоваться встроенной функцией, которая называется sendMail. То есть мы просто импортируем из Django и можем воспользоваться вот такой функцией, передав туда определенные параметры. Заголовок, само сообщение, откуда пришло письмо и кому письмо отправлено. И дополнительный атрибут, который отвечает за обработку и вывод ошибок, если они появляются, но это в основном работает уже когда производится с реальными серверами, как они называются, SMTP сервера. Но нам недостаточно будет просто вызвать эту функцию и отправить письмо, да, нам все равно нужно сделать какие-то настройки. Как вы помните, у нас есть файл settings.py, в котором мы должны добавлять определенные настройки для того, чтобы у нас то или иное работало. Точно так же и с отправкой электронных писем. На самом деле есть несколько полей, которые нам необходимо будет заполнить, и какие это поля, они перечислены вот здесь в документации. Для наглядности можем вернуться в нашу презентацию и увидеть, да, то, что здесь есть email host, порт, host user, password, TLS соединение, SSL соединение и email backend. На данный момент нас интересует только email backend, мы к нему сейчас перейдем. Все остальные поля мы настроим с вами, когда перейдем и будем работать, там, например, с электронной почтой Яндекс или Gmail, чтобы отправить уже на реальный адрес электронной почты письмо. Вначале же мы просто поработаем с консолью.
Так вот, если быстрым взглядом пройтись и посмотреть, да, email хост, собственно, где хостится наш сервер, email порт, собственно, на каком порте. Хост юзер — это какой email адрес у нас, собственно, будет отправлять письма, пароль к этому почтовому адресу, TLS и SSL соединения в зависимости, это булевские значения, и они зависят от порта, который мы будем использовать. Различные порты бывают, мы тоже поговорим об этом, когда будем сегодня создавать. И email backend. Собственно, что же такое email backend, да, он у нас, здесь есть connection и email backends, то есть какой backend работает для отправки электронных писем. По умолчанию, если мы здесь пролистаем, то увидим, что у нас где-то здесь было, секунду. Вот, по умолчанию у нас работает SMTP сервер для работы с отправкой электронных почты. То есть вот это стоит по умолчанию. Работа с протоколом SMTP. Мы его будем использовать потом по умолчанию, когда будем работать с реальными, да, уже серверами. Но вначале, да, мы просто посмотрим на то, как у нас вообще отправляются письма и как работает та функция send mail. И мы переопределим вначале, скажем о том, что у нас email backend будет именно вот консоль, не SMTP, а именно консоль мы будем использовать. И чтобы у нас весь вывод сообщения выводился в консоль. Мы и логику всю построим в коде на основе вот этой отправки писем в консоль. Просто для того, чтобы у нас, чтобы мы убедились, что все работает, да, а потом уже поменяем на реальный сервер. Собственно, мы можем попробовать сейчас сделать тестовую отправку писем. Давайте мы скопируем здесь email backend, да. Опять же напоминаю, вот это у нас стоит по умолчанию, и нам по сути не нужно вставлять эту настройку, потому что глобально она уже настроена. Но так как мы хотим в консоль отправить письмо, нам нужно вот скопировать вот этот backend. И мы давайте здесь создадим новую секцию, назовем ее sending emails. И установим здесь параметры email backend, да. Потом мы будем добавлять все вот эти остальные параметры: host, port, user, password и так далее. Пока вот только таким вот образом. Далее давайте поднимемся выше и попробуем просто отправить письмо, да. Мы скопируем нашу функцию, перейдем в консоль. Давайте импортируем send mail и, собственно, скопируем вот этот пример. Вставим его. По сути, нам вот этот параметр не нужен, так как мы работаем с консолью, а не с SMTP протоколом. Нам нужен просто воспользоваться вот самыми базовыми атрибутами. То есть заголовок будет отправлен, само сообщение, от кого идет это письмо и куда идет это письмо. Но опять же, нам не важно, да, куда и от кого, потому что у нас все это придет сейчас в консоль. Нажимаем «Вызвать», да, и вот у нас письмо, собственно, отправилось. То есть вот таким вот образом оно выглядит, как раз-таки заголовок, откуда, куда, и дата выполнения, и, собственно, само сообщение. Да, то есть потом в наш уже почтовый адрес, мы там, когда будем регистрировать пользователя, будем указывать свой личный адрес, у нас будет приходить, по сути, то же самое письмо, от кого, куда, заголовок и письмо, содержание письма, но оно уже будет, конечно, не таким вот, там будет написано: для подтверждения адреса электронной почты перейдите по такой-то ссылке. Вот. Поэтому таким вот образом работает отправка электронных писем. Как я сказал ранее, да, нам нужно будет с вами создать логику для подтверждения адреса электронной почты, и мы сейчас с вами, собственно, этим и займемся. Для того, чтобы нам отправлять письма с подтверждением, нам нужно, собственно, хранить связь какую-то в нашей базе данных для того, чтобы мы могли понимать: ага, пользователь у нас зарегистрировался, мы ему создаем ссылку, по которой он в дальнейшем будет переходить для того, чтобы подтвердить адрес электронной почты, и для того, чтобы мы могли
проверять о том, что да, действительно он перешел и подтвердил адрес электронной почты и, собственно, формировать эту ссылку, нам будет удобнее добавить еще дополнительную таблицу в базу данных, которая называется, собственно, email verification. Поэтому мы сейчас, собственно, это и сделаем. Давайте мы здесь создадим новый класс, который назовем email verification. И точно так же, конечно же, мы наследуемся от models.model. И точно так же мы наследуемся от models.model. И далее создаем поля. Первое поле, которое мы создадим, это будет код. Он должен быть уникальный, то есть каждый раз, когда пользователь, у нас может быть много пользователей, да, каждый раз, когда новый пользователь у нас регистрируется, мы ему генерируем уникальную ссылку специально для него. И так, чтобы у нас поддерживалась вот эта уникальная ссылка с уникальным кодом, мы здесь воспользуемся новым классом, который называется WUID. Давайте посмотрим в документации о том, что же это за поле. Да? Это, собственно, поле, которое формирует универсальный уникальный идентификатор. Что-то типа ID-шника, да, но как раз-таки он подойдет отлично для нашего случая здесь. Вот мы его можем использовать, просто вызывая потом в дальнейшем вот данную конструкцию, то есть и у нас будет формироваться автоматически уникальный идентификатор. Нам не нужно будет добавлять какие-то там функции, вызывать какие-то рандомные строки и так далее. А мы можем просто вот воспользоваться данным классом. Поэтому мы здесь создаем переменную код и обязательно передаем параметр unique, чтобы он был у нас в значении true. Далее также нам нужно связать нашу модель email verification с пользователем, поэтому мы здесь передаем связь foreign key. Здесь у нас будет пользователь. Да, можем вот таким вот способом указать. И on delete. Здесь смело в целом можно указывать каскадное удаление, потому что если у нас удаляется пользователь, то нам и его объекты для email verification, они совершенно не нужны. Далее мы создадим новое поле, которое называется created, и мы воспользуемся datetime field и передадим здесь такой параметр, который называется AutoNowAdd. Что он означает? То есть у нас каждый раз, когда объект будет создаваться, email verification, created будет заполняться автоматически. Заполняется теми данными, собственно, когда был создан этот объект. Нам никак этим управлять, собственно, ручно не понадобится. И последнее поле это будет expiration, то есть когда заканчивается срок действия данной ссылки, потому что мы-то можем ее сформировать, но у всех ссылок, да, должен быть какой-то срок годности. Поэтому мы здесь datetime field, но мы не добавляем никакой AutoNowAdd, мы просто будем заполнять этот expiration по мере создания объекта email verification. Давайте мы с вами сразу еще переопределим str метод. Мы будем здесь возвращать, так, например, email verification object. Так, на что-то он ругается. Verification. Так, object для пользователя self-user email. Давайте так как раз и сделаем. Вот, и нам еще нужно сделать небольшие изменения в таблице пользователя. Нам нужно добавить дополнительное поле, собственно, которое будет отвечать за то, подтвердил ли пользователь адрес электронной почты. Поэтому мы здесь добавляем новое поле, которое называем is verified email. То есть подтвердил ли пользователь адрес электронной почты. Так. И это у нас будет булевский тип, естественно. По умолчанию мы будем его ставить в значение false. Потому что по умолчанию, да, если пользователь у нас создается, он не подтверждает электронную почту. Он только после подтверждения должен это сделать.
Вот, это то, что касалось email verification. Давайте мы с вами создадим эти таблицы в базе данных. Мы сделаем make migrations. Вот, смотрим, да, у нас изменились, ну, даже небольшие изменения произошли в Products Migration. Видимо, мы там что-то добавляли еще в предыдущие разы. Но это небольшие изменения, потому что метод добавлено всего лишь. То есть какие-то строковые данные. А вот здесь, да, нам важно, давайте посмотрим на новый файл миграции. Вот, собственно, все, что нам нужно, оно здесь отображается, и мы можем как раз-таки применить migrate. Все, это применено. В целом мы в админку можем, я думаю, добавить тоже email verification. И сделаем это следующим образом. Мы его сделаем класс email verification admin. Так, опять я ошибся с названием. Давайте просто скопируем отсюда и вставим его здесь. Наследуемся admin, model admin. И какие нам поля нужны? Собственно, отобразить лист display. Пусть это будет у нас код, user и expiration. Это то, что у нас как бы в таблице всех объектов будет выводиться. Уже конкретно в самом объекте у нас будет выводиться код, также user, expiration и created. Но created, помните, у нас создается автоматически, он не может быть никогда редактируем, поэтому мы его добавляем еще также в read-only fields. Все, таким вот образом. Давайте зайдем в админку. Так, админ. Юзернейм и пароль. Все, зашли, да? Так, у нас не отображается, потому что мы не зарегистрировали наш этот класс админ, register, и мы здесь email verification. Таким вот образом. Так, смотрим. Вот он у нас появился. Email verifications. Да, но он у нас автоматически будет добавляться. Мы сами не будем это генерировать. Вот. Все. Вот таким вот образом. Это то, что касалось создания самого класса. Ну, каким шагом, да, следующим нам нужно сделать? По логике, да, пользователь регистрируется, нажимает «Создать аккаунт», и в этот момент, когда он нажимает «Создать аккаунт», его аккаунт создается, почта должна отправиться вернее, письмо должно отправиться на его почту. В какой момент это, собственно, можно сделать? Понятно, что нам нужно рассмотреть наш класс User Registration View вот здесь. User Registration View — это у нас Create View. Если мы вспомним, да, то у него есть метод, который называется post. По сути, мы могли бы сделать здесь обработку, но мы, помните, на прошлом уровне изучали о том, что в классах лучше как можно меньше держать, вернее, не в классах, а во view представления как можно меньше держать различные логики и выносить ее либо в классы модели, либо в формы. Поэтому мы сейчас перейдем, помните, у нас есть форм класс здесь, и мы как раз-таки здесь, у него есть метод, который называется save. То есть он как раз-таки у нас отрабатывается в тот момент, когда у нас создается объект пользователя. И, собственно, здесь мы можем как раз-таки добавить дополнительную функцию, дополнительный функционал. Изначально нам нужно также, помните, когда мы всегда используем какие-то методы, которые уже существуют, нам нужно помнить о том, что логика должна изначально быть выполнена. Не всегда, конечно, но во многих случаях, да, и особенно сейчас, нам не нужно сделать так, чтобы этот метод полностью был переписан. Нам, конечно же, нужно, чтобы этот метод save был выполнен в форме, чтобы сам объект был создан в базе данных. И этот объект save, он возвращает, вернее, этот метод save возвращает объект юзера. Поэтому мы здесь как раз-таки можем обратиться к супер, и он у нас вызовет, собственно, наш объект user. Вот таким вот образом.
Так, и не забываем, да, передавать вот эти данные, потому что нам нужно, чтобы выполнилось все аналогично, как изначально. И с этим объектом user мы можем уже работать. Мы здесь сейчас будем формировать вещь, логику, которая отправляет электронное письмо на адрес электронной почты пользователя с просьбой подтвердить его адрес электронной почты. Вот, поэтому мы можем, собственно, это сделать, да. Давайте мы с вами здесь импортируем email verification, и его здесь можно создать. Это у нас будет какая-то запись, да, рекорд — это запись. Ну, к примеру, можно так назвать. Перемену по-любому можно назвать, ну, выбрал таким вот образом. Далее мы обращаемся к нашей модели email verification, которую мы знаем. Далее objects. И здесь вызываем метод create. То есть ничего нам нет незнакомого, все мы это уже делали. Но вот здесь в самом create нам нужно передать код, да, каким-то образом. Какой-то код, который мы пока не сформировали. User мы можем сразу передать. У нас есть этот user. И нам нужно передать еще expiration. Вот, он тоже у нас еще не создан. Да, то есть если мы вспомним просто email verification, да, у нас есть код, user, create автоматически создается и expiration. Поэтому нам нужно вот добавить вот эти две переменные недостающие. Каким образом это можно сделать? Нам необходимо изначально импортировать дополнительные функции для работы. Первое это будет импорт пакет WUID, и из библиотеки DayTime мы импортируем TimeDelta. И у нас еще есть в Django встроена такая вещь, которая называется Django Utils TimeZone Now. То есть мы можем взять текущее время. Сейчас объясню, для чего это все нужно. То есть мы с вами сначала формируем здесь expiration. То есть давайте договоримся о том, что у нас expiration будет, ну вот пользователь зарегистрировался, и мы ему отправляем электронное письмо, которое будет доступно, ну, ссылка будет работать у нас в течение следующих 48 часов. Как этот expiration сделать? Мы можем вызвать now, да. Вообще, давайте, чтобы убедиться в том, как это все работает, мы можем в консоль перейти вот здесь, импортируем now и импортируем TimeDelta. Это на самом деле полезные функции, которые в дальнейшем вы можете во многих вещах использовать. Как работает now? Вызываем, смотрим, да, он у нас вывел, даже для удобства мы можем сделать print, он у нас выводит, да, 24 августа, 12:25, это по московскому времени сейчас. Вернее, нет, это по UTS. Вот по Москве это будет плюс 3 часа. То есть у нас now работает по UTS. Вот, надо это тоже помнить, если это необходимо. И опять же, да, почему он работает по UTS? Потому что у нас в настройках стоит вот здесь Time Zone UTS. Вот. И мы можем любое исправить здесь. У нас тогда будет московское время, какое угодно, но не рекомендуется, лучше использовать UTS время. Оно больше всего здесь подходит. Так, и Time Delta, как она работает? На самом деле в Time Delta, да, если мы перейдем, посмотрим, сюда можно передавать несколько параметров. Это дни, секунды, микросекунды, миллисекунды, минуты, часы, неделя. И он отчитывает вот эти моменты Time Delta. Мы здесь договорились, да, 48 часов. Передаем 48, да. Вот, он у нас здесь ничего пока не выводит, но если мы сделаем, например, now плюс time delta hours 48, да, он у нас уже тогда выведет, давайте запринтим, он у нас выведет 26 августа 12:26, да, то есть сегодня 24 августа, через двое суток, через 48 часов как раз-таки 26 августа 12:26. Поэтому мы вот таким вот образом и воспользуемся этим time delta. Передаем здесь 48. Вот.
То, что касается... И, да, сейчас еще вот сюда, expiration, все. То, что касается у нас вот этот WUID, мы с вами, давайте тоже посмотрим, как он работает, UID, и можем вызвать как раз-таки этот код, да. Он у нас, видите, формирует определенный код, он всегда у нас будет уникальный, и как раз-таки то, что нам и необходимо для нашей задачи. Поэтому мы его, собственно, здесь можем передать и вызвать вот таким вот образом. Все, у нас будет создаваться каждый раз объект email verification при регистрации нового пользователя. Но нам не только, да, нужно создать объект, нам, собственно, нужно и отправить определенные данные. Я имею в виду отправить электронное письмо. Как сделать эту отправку письма? Мы, по сути, можем с вами сразу здесь в нашей форме, да, импортировать необходимый вот send-mail и сделать, собственно, уже сразу эту отправку. Да, то есть как бы это выглядело, мы бы импортировали, да, и делали бы отправку. Но опять же, все громоздить в форму тоже не есть хорошо. То есть мы делаем все необходимое. Остальное, что мы можем сделать? Мы можем вынести в нашу модель и создать здесь новый метод, который мы назовем send verification email, который будет у нас отправлять, собственно, ссылку, вернее, письмо само с подтверждением электронной почты. Давайте verification email. Вот таким вот образом. Мы здесь уже в нашей модели можем импортировать send-mail. И пока, да, мы далеко не ушли, мы здесь сделаем такую некую заглушку просто. Сделаем send-mail, да, мы потом более подробно расширим send verification mail, то есть у нас будет здесь формироваться определенная ссылка, объект, само сообщение и так далее. Пока просто у нас это не создано, нам нужно, мы просто сделаем некую заглушку. Поэтому сделаем здесь вот таким вот образом send-mail, да. Просто мы можем здесь, вот, например, сразу уже указать self-user email. То есть мы здесь как раз-таки уже обращаемся. У нас есть объект пользователя, мы можем взять его мыло, да, и оно отправится, собственно, на нужную нам почту. Пока это работает все в консоли, поэтому у нас и будет приходить результат в консоль, несмотря на то, что даже здесь мы указываем какой-то email определенный. Вот это можно пока нам удалить. Ну, вообще, даже оставим, оно и не помешает нам, если мы с консолью работаем. Вот, и получается, мы в форме можем теперь сделать что? Мы можем record и вызвать метод send verification email. Вот. И самое главное, нам не забыть сделать return user, потому что он должен быть обязательно возвращен, иначе у нас не выполнится сам метод save. Вот таким вот образом. Давайте мы с вами сейчас просто проверим, отправляется ли у нас письмо. Давайте мы здесь subject here. Давайте здесь напишем test verification email. Вот так. И мы сейчас с вами, авторизация у нас здесь, мы уже разлогинились, да. Давайте авторизация. Сделаем здесь еще кое-что. То есть мы users models user, чтобы нам не создавать кучу пользователей, мы с вами возьмем последнего пользователя и просто его удалим. Вот таким вот образом. И создадим нового пользователя. Имя пользователя val@mail.com, пароль. И нажимаем создать аккаунт. Мы успешно зарегались, да, понятно, что у нас почта, ну, ничего не написано. Можем потом добавить сообщение о том, что подтвердите адрес электронной почты. Нам главное сейчас перейти в консоль и увидеть о том, что у нас отправлено наше письмо. Да, у нас отправлен на нужный адрес электронной почты с нужным сообщением. Вот, то есть все пока работает так, как нужно. Давайте мы для интереса перейдем еще в админку. И мы с вами убедимся,
что у нас создан был объект, вот он как раз-таки для пользователя val, да, он у нас создан 24 августа 12:32, и его expiration заканчивается 26 августа 12:32. Вот. То есть все работает. Нам следующим делом, что нужно сделать, это, собственно, когда пользователь, ну, ему отправляется письмо, в письме будет адрес, по которому нужно перейти, и если он переходит по этому адресу, если все срабатывает, то есть ссылка не просрочена, если пользователь еще не подтвердил адрес электронной почты, да, и вообще вот этот объект, если существует для этого пользователя, то тогда мы пользователя перенаправляем на определенную страницу и уже верифицируем его почту. Вот, мы как раз-таки этим сейчас и займемся в следующем видео. Давайте как раз теперь создадим страничку, на которую будет пользователь переходить после подтверждения адреса электронной почты. Вернее, ему письмо пришло на адрес электронной почты, он нажал «Подтвердить адрес», его перенаправляет на определенную страницу, на наш сайт, срабатывает get-запрос, и то есть get-запрос для отображения страницы, и, собственно, сообщение о том, что адрес электронной почты успешно подтвержден, и вы можете продолжить работу, да, но во время отображения этого шаблона срабатывает еще логика, которая, собственно, верифицирует почту пользователя. Как будет выглядеть у нас эта страничка? Давайте перейдем в WebStorm, где у нас были все шаблоны, и откроем, вот есть здесь шаблон Email Verification. Выглядеть он будет таким вот образом, то есть пользователь у себя в почтовом ящике нажимает «Подтвердить адрес электронной почты», его пересылает вот сюда на страничку, и написано «Ваша учетная запись успешно подтверждена. Продолжить». Но помните, да, о том, что у нас как раз-таки, когда срабатывает даже отображение страницы, срабатывает get-запрос. То есть мы в этот get-запрос можем тоже добавить какую-то логику. Поэтому предлагаю начать это делать, и мы сейчас будем создавать логику с помощью class-based views, то, что мы с вами изучили. Так, давайте мы с вами браузер вот сюда, вот таким вот образом сделаем. Мы сначала создадим шаблон. Давайте мы скопируем название, вставим его вот здесь. Добавляем. Так. Мы, конечно же, наследуемся от extends users base HTML, да, у нас, да, таким вот образом. Далее нам нужен блок контент, и мы вставим, собственно, контент здесь. Давайте посмотрим, как у нас здесь формируется. Layout Identification Content, да, вот нам, получается, тут как раз main нужно вставить. Давайте его здесь и добавим. Таким вот образом. Все, так, продолжить мы можем здесь перевести пользователя. Давайте, ну, к примеру, пока просто будет users login. Все, вот таким вот образом сделаем. Далее мы с вами идем во views.py и здесь создадим новый класс, который назовем Email Verification View. Давайте создадим его. Класс email. Давайте, мне будет легче скопировать Email Verification здесь. И назовем его View. Наследуемся от Title Mixin, потому что нам это понадобится, и Template View. Да, его здесь нету. Давайте мы его импортируем from Django Views Generic Base Template View. Вот он нам понадобится, потому что это отображение просто шаблона. И далее мы что делаем? Мы здесь с вами добавляем title. У нас будет, давайте мы его просто отсюда скопируем. Store подтверждения электронной почты.
И далее template name у нас будет users email verification. Вот таким вот образом. Так. И мы давайте добавим этот наш контроллер в urls.py сюда. Email verification. Он у нас будет проходить следующим образом. То есть мы здесь давайте создадим новый путь. У нас будет называться адрес verify. Далее мы обязательно должны передать здесь email, потому что нам нужно будет определить пользователь, да, он получает электронное письмо себе в почтовый адрес, он заходит в почтовый адрес, переходит по ссылке, и мы же не можем без имейла, ну, который передается у нас непосредственно в ссылке, мы же не можем определить, что это за пользователь. Поэтому мы берем email, далее UID у нас будет WUID, будет передаваться код. И вот два эти параметра нам нужно будет брать. Здесь у нас будет email verification, и назовем это тоже, давайте, email verification. Таким вот образом. Так, окей. Давайте мы попробуем просто перейти. Сейчас посмотрим, получится, не получится. Так, назовем verify. Далее у нас идет собакamail.com и ID-шник, да, давайте любой скопируем просто, нам сейчас не важно. Import WUID, UID 4. Вот, копируем вот этот и вставляем его здесь, да. Так, что-то не сработал, сейчас посмотрим. Так, и нам нужно добавить здесь users. Все. Вот. Такой адрес мы будем получать, ну, вернее, такую страничку, да, и брать вот эти данные уже из URL адреса и по ним проверять, существует ли данный объект вообще, и можем ли мы подтвердить адрес электронной почты пользователя. Вот, поэтому мы здесь, да, когда мы переходим на эту страничку, у нас template view срабатывает get запрос. Вот. Опять же, этот get, да, помните, у нас все эти методы, они берутся из нашего мастер-класса View. Вот, поэтому мы можем воспользоваться здесь методом get. Во-первых, вообще даже давайте просто посмотрим, как он отрабатывает и точно ли он отрабатывает, да. Мы, по сути, просто ничего не сделали. У нас все то же самое, как и изначально выполнилось. Просто давайте посмотрим то, что точно ли он выполняется, этот get запрос. Мы перейдем в debug режим, обновим страничку, да, нас переносит сюда, да, значит мы можем. Мы видим, что у нас приходит как раз-таки в Quarks email код, который мы будем, собственно, использовать, и уже добавлять здесь определенную логику. Поэтому давайте этим сейчас здесь и займемся. Первым делом мы возьмем код из наших Quarks, get, даже можно не через get, а таким вот образом брать код. Пользователя мы будем брать следующим образом. Objects get email Quarks email. И далее мы берем email verification. Email verifications. Как бы у нас будет как бы несколько объектов. Сейчас объясню. Мы берем email. Давайте импортируем здесь нашу email verification таким вот образом. Мы обращаемся к нашей таблице email verification objects, и мы берем не просто get, да, по коду и юзеру, потому что у нас может на самом деле здесь выскочить ошибка о том, что такого объекта нет, и тогда появится ошибка у нас в нашем отображении шаблона. Мы сделаем следующим образом, мы добавим здесь фильтрацию, потому что если у нас не будет никакого объекта, нам просто вернется пустой список и не будет никакого исключения, я имею в виду никакой ошибки. Поэтому мы здесь берем email verification по пользователю и код
и по коду, да, то есть у нас будет выдан объект пользователя, объект email verification. Опять давайте мы с вами попробуем, чтобы было точно понятно, точнее понятно, вернее. Перейдем в админку, да, у нас email verifications, вот как раз таки мы вот этот email verification будем брать, просто у нас будет выдаваться здесь список непосредственно. И идем дальше. Мы проверяем, что если у нас вообще есть этот объект, да, email, не пустой у нас список, то здесь как раз таки мы уже и можем просто взять пользователя, у него переменную из verified email и поставить ее в значение true и, собственно, сохранить объект с новыми данными. Вот таким вот образом. И далее, да, здесь нам что нужно сделать? Нам нужно просто вернуть то, чтобы у нас отработала наш метод get. То есть мы здесь возвращаем супер вот таким вот образом. То есть изначально, чтобы наш весь метод был выполнен, то есть отобразился шаблон, иначе у нас без вот этого вызова у нас не отобразится никакой шаблон, да. Если же у нас не существует таких объектов, да, что-то пошло не так, мы просто пользователя перенаправим. Так, нам нужно HTTP response redirect. Для этого мы from Django shortcast HTTP response redirect, и мы средиректим пользователя непосредственно в... Нам, кстати, еще обычный реверс нужен. Реверс. Давайте на главную страницу просто индекс. Таким вот образом. Так, и нам нужно, получается, сделать, внести, естественно, правки в наш метод sendVerification email, потому что у нас здесь пока просто отправляется тестовое письмо. Мы теперь можем здесь конкретно все сделать. Почему? Потому что у нас сейчас есть уже email verification view, и мы можем формировать на него ссылку. То есть, понимаете, да, у нас когда будет отправляться письмо, ссылка будет формироваться вот на вот этот контроллер, чтобы пользователь сюда перешел и прошла вот эта вся логика. Поэтому мы не могли до этого сделать. Поэтому идем следующим образом. Нам сначала нужно импортировать здесь из Django urls import reverse. Так, не так, чуть-чуть urls import reverse. Вот, формируем здесь ссылку. У нас будет, получается, reverse users email verification. И в email verification нам нужно здесь передать дополнительные данные. Помните, мы передавали данные вот здесь success URL, тоже у нас был reverse lazy, и мы здесь передавали дополнительные данные. Можно вот так через args, то есть просто args и перечисляем, да, здесь как раз таки это было с помощью картеджа. А в models, ну, здесь в reverse мы тоже можем воспользоваться args, да, передать таким же образом, просто по порядку. И просто покажу еще дополнительный другой способ через quarks, словариком. Может быть, вам так будет удобнее. И мы передаем email. Какой email? Конечно же, тот, который объект у нас был создан. То есть нам здесь уже не составляет труда все передать. И self-код. Вот таким вот образом. То есть ссылка у нас будет сформирована вот таким вот образом, как вот здесь. Users, verify, email и код. Вот. Далее нам нужно сформировать сам verification link, потому что у нас вот этот просто link — это вот этот кусочек, по сути. А нам нужен еще наш самый главный адрес, вот этот хост. Поэтому мы идем в настройки сейчас. Так, вот сюда, в settings. И давайте где-нибудь, ну, к примеру, просто думаю, где бы создать это поле, так, чтобы оно более логично вписывалось. Давайте здесь создадим domain name. Это у нас будет HTTP
localhost. Ну, либо localhost, да, либо вот как мы там запускаем, можно просто скопировать вот таким вот образом. Мне больше нравится в domain name, чтобы отображался localhost. 8000 порт, да? Вроде бы все вот таким вот образом. И мы можем к нему уже обращаться. Так, теперь получается, когда мы идем вот сюда в Modules, нам нужно импортировать еще из Django contrib settings. Так, как же у нас там было? Conf. Вот так, settings. И теперь можем полностью полный адрес сформировать, сделав это следующим образом. Verification link. Здесь у нас, получается, будет изначально settings domain name. И здесь у нас будет link. Посмотрим, что у нас в конце сформировалось, да. Там. Можно даже в целом перейти в консоль, чтобы убедиться, что у нас verification link правильно сформировался, да. Давайте мы здесь from Django urls import reverse сделаем. И мы здесь вот таким вот образом сделаем. Так, сейчас users models email verification object last. И мы сейчас формируем здесь линку. Link. Да, здесь вместо self мы ставим букву R, ну как рекорд. И здесь тоже, да, линк у нас сформировался вот таким вот образом. И теперь verification link. Давайте, так, нам надо settings. Так, а на что он ругается? Domain name, почему у нас? Ну потому что у нас настройки не подтянулись. Мы еще в консоли тогда, когда у нас не было создан domain name. Ну, давайте сейчас. Здесь уже будет быстрее. Так. Реверс нужен. Сейчас линка. Далее settings и verification link. Вот, все. Все, правильно, да, все формируется. Можем даже перейти и посмотреть, все успешно. Вот, но у нас, наверное, сейчас подтвердился адрес электронной почты. Давайте мы перейдем сюда. Да, вот он подтвердился, но пока сохраним, уберем, да, из verified email. Убедились, да, уже сразу, то, что логика отработала. Окей, verification link формируется хорошо. Давайте теперь сформируем subject. Назовем его подтверждение учетной записи для... И здесь self user username передадим. Далее у нас будет message формироваться. И мы его сделаем следующим образом. Для подтверждения учетной записи И у нас здесь будет передаваться для кого? Перейдите по ссылке. Перейдите по ссылке. Мы не используем здесь f-строку, потому что у нас не вместится все в f-строку. Поэтому мы здесь воспользуемся форматом. И передаем здесь как раз-таки self-user email. И здесь verification link. Вот таким вот образом. Все, у нас они ставятся вот на вот эти места. Окей, message мы сформировали. И теперь как раз-таки можем спокойно воспользоваться send mail. То есть мы передаем здесь subject. Будет у нас subject message. У нас, собственно, будет тоже message. От кого? Пока мы можем здесь абсолютно спокойно оставить fromexample.com, потому что у нас нет реального сервера, поэтому from email у нас остается. И так, как у нас там назывались? Не помню, давайте перейдем в send mail. Recipient list. Вот таким вот образом. Все.
Все, вроде бы все, да. Теперь мы можем попробовать это все посмотреть, как работает в действии. Мы сейчас с вами здесь возьмем опять пользователей, да, но у нас пользователь не импортирован. User delete. И попробуем опять зарегистрировать и проверить, как вся логика работает, да. Давайте мы с вами сделаем здесь логаут. Войти. Создаем новый аккаунт. Вводим пароль. Нажимаем создать аккаунт. Здесь все успешно. Смотрим, да? Все, у нас отправилось электронное письмо. Subject, ну, здесь сломано, потому что у нас на русском языке оно не будет таким сломанным на реальном сервере, поэтому ничего страшного, пусть так будет в subject, а здесь message у нас все нормально, да. Для подтверждения учетной записи для val@mail.com перейдите по ссылке и смотрим, да. Давайте сначала в Python консоль перейдем, еще раз импортируем пользователя, возьмем его. Это у нас пользователь val. И смотрим, из verified email, да, у нас false. Мы переходим по ссылке вот здесь. И получается у нас будет отрабатываться вот этот наш get метод. То есть проверяем, да, и выставляем ему значение true. Оп, да, поздравляем. Мы подтвердили, все окей. Смотрим теперь на опять verified email, да, надо еще раз взять обновленного пользователя, и он у нас уже в значении true. Все, значит, у нас точно все подтвердилось, мы сделали логику, как и хотели, и у нас работает отправка электронной почты. То есть сама логика готова, да, нам остается добавить работу с реальным сервером и маленький еще небольшой нюанс для работы с expiration. Помните, у нас здесь еще expiration стоит, и нам нужно проверять о том, что он у нас не истек, потому что, ну, иначе зачем нам этот expiration, раз мы им не пользуемся здесь. Мы создадим здесь новый метод, который назовем expired, то есть метод, который проверяет, просрочена ли ссылка или нет. И мы здесь сделаем следующее. Мы будем возвращать значение true, то, что да, он у нас уже expire. Если сейчас, время, которое сейчас, да, только нам нужно его импортировать. Давайте мы из forms. Так. Если у нас время сейчас, оно уже больше или равно нашему self-expiration. Если же нет, да, то тогда у нас ссылка еще действительно. И вот это маленькое изменение нам нужно еще вставить в нашем методе get. Мы здесь добавляем условия, и если email verification first, потому что, помните, у нас здесь список, да, он всегда будет возвращать список из одного объекта, нам не важно, first здесь взять или last, вот, ну, мы берем first, к примеру, first и проверяем is expired, то есть, если вообще список не пустой, то есть существует, и если не expired, то есть срок действия не истечен, да, то тогда мы верифицируем пользователя. Вот таким вот образом это работает. Это то, что касалось логики отправки электронной почты пользователю для подтверждения его адреса электронной почты. Нам остается только сделать так, чтобы мы могли работать с каким-то сервером для отправки писем. Пусть будь то там Gmail, Яндекс или так далее. Мы будем работать с Яндексом. Сейчас посмотрим, как этим можно будет заняться. Давайте сейчас сделаем отправку электронной почты через реальный сервер. Их может быть несколько, может быть Яндекс, Gmail, может быть даже Amazon, но мы сейчас фокусируемся на отправке писем через почтовый сервис Яндекс. Для этого вам нужно будет необходимо создать свой отдельный аккаунт на Яндексе, желательно вообще рандомный и отдельный.
естественно, запомнить логин и пароль. И также необходимо будет перейти в расширенные настройки. Здесь открыть почтовые программы и поставить на все галочки, нажать «Сохранить». Тогда ваш этот сервер сможет отправлять почтовые письма. После того, как вы это все сделаете, необходимо дополнить настройки, о которых мы говорили с вами немного ранее, да, когда изучали отправку общеэлектронных писем. И как мы можем вспомнить, да, у нас есть различные атрибуты, в том числе там, например, для работы с определенными серверами. И это одни из тех настроек, да, email host. Давайте найдем здесь документации, email host, да, и посмотрим вот как раз-таки вот все вот эти настройки, которые нам необходимы. То есть, по сути, да, email host это у нас по умолчанию стоит localhost, нам нужен тот хост, на котором есть Яндекс. Откуда брать эти данные? Ну, зайти в официальную документацию Яндекс и просмотреть, да, как можно отправлять данные. И вот здесь есть как раз-таки конфигурация для клиентов, для приходящих писем и исходящих. Нам нужно для исходящих. И вот как раз-таки smt yandex.com. Давайте мы попробуем это сделать. Копируем здесь адрес. Email backend нам уже не нужен, потому что мы не будем работать через консоль, а по умолчанию стоит работа с SMTP серверами. Email host мы вставляем smt.yandex.com. Далее у нас идет e-mail порт. Тоже какой-то порт мы берем вот отсюда, 465. Далее у нас настройки идут email host user. Что это такое email host user? Это, собственно, название вашей электронной почты. То есть у меня это store сервер. Я его, по сути, здесь прописываю. собака.яндекс.ру. Далее email host password. Это пароль, который вы создавали при создании вашей учетной записи. У меня это был store server password. И последнее, да, у нас в документации Яндекс говорится о том, что это поддерживает SSL-соединение, поэтому нам нужно включить дополнительную настройку email use SSL, по умолчанию стоит false, нам нужно поставить в значение true. Все, этих настроек будет нам более чем достаточно. Последнее, что нам необходимо сделать, это перейти в Users Models. У нас, помните, здесь как бы такая заглушка стоит, откуда отправляется письмо. Сейчас нам нужно взять наш email host user, и от него будет отправляться письмо. Для этого мы здесь у нас settings уже есть, да? Давайте мы здесь обращаемся к settings и email host user. Да, это у нас как раз-таки вот то, что и необходимо. Запускаем сервер. Давайте проверим, какие у нас пользователи вообще еще есть. User objects all. Да, вот эти пользователи. Мы сейчас создадим нового пользователя, опять же, с username val, и у него будет моя электронная почта Валерий Павликов, собака.яндекс.ру. И как раз на нее должно прийти письмо. Давайте попробуем это сделать. Мы перейдем сейчас на наш сайт, войти, регистрация, имя пользователя оставим val, адрес электронной почты, тот, который нам и необходим, и нажимаем «Создать аккаунт». Аккаунт создан. Как вы могли заметить, да, у нас чуть больше это времени заняло, чем обычно, потому что раньше никакая почта не отправлялась, и все происходило мгновенно, особенно на локал-хосте. Сейчас это заняло чуть-чуть, там, может быть, секунду. Иногда это бывает. Мы, на самом деле, поработаем с одним интересным инструментом для того, чтобы убрать вот эту задержку. Но это будет позже в следующих модулях. А сейчас, да, давайте перейдем на мою электронную почту. Как вы видите, уже пришло какое-то письмо. Открываем. И, как вы видите, да, нам пришло с нашего
адреса store сервер и как раз-таки то сообщение, которое мы формировали непосредственно на нашем бэкэнде. То есть для подтверждения учетной записи valeriy.pavlikov@yandex.ru перейдите по ссылке. И мы можем, например, давайте перейдем в консоль, убедимся, что наш пользователь, у него не подтверждена почта. Так, user is verified email, да, false. Переходим. Наша учетная запись успешно подтверждена. И теперь нам нужно заново взять пользователя. Так, не так. Сейчас. Вот, теперь у нас true. Все, теперь у нас работает все как положено и как надо. То, что мы и хотели сделать, как раз таки у нас идет настоящая отправка писем. Это была конечная наша цель. Все работает так, как и ожидалось. В следующих модулях мы уже, вернее не модулях, а в этом же модуле мы разберем оставшиеся темы. Это контекстные процессоры и линтеры или чистый код. Давайте к этому и приступим. Сейчас у нас будет небольшая, но важная тема, это контекстные процессоры. Мы сразу перейдем в наш код, и если мы вспомним, да, вообще, что такое контекстные процессоры. Помните, мы могли в различных шаблонах, например, в base, да, обращаться к переменной user. То есть мы нигде не передавали ни в каком контексте данную переменную, но могли к ней обращаться. И в других шаблонах, да, точно так же, там у нас, по-моему, в users templates тоже есть работа с пользователями. Вот здесь user image. Мы могли обращаться. Откуда же берутся эти все данные и как они формируются? Если мы перейдем в наш шаблон templates, то у нас есть здесь переменная, вернее, ключ options, и в нем есть контекст processors. И здесь есть как раз-таки работа с этими контекстами. То есть вот здесь идет работа с aus контекст процессором, и эта переменная она добавляется уже сразу на глобальном уровне, и мы можем ей, собственно, пользоваться. И никто не запрещает нам создать свой собственный контекстный процессор и пользоваться им глобально. Какой же процессор было бы неплохо сделать? Было бы неплохо сделать, если мы посмотрим внимательно user profile, у нас здесь формируется какой-то контекст с baskets. В дальнейшем нам вообще тоже понадобится эта переменная глобально, мы будем использовать ее и в других моментах, когда будем увеличивать нашу структуру кода. Поэтому было бы классно заранее подготовить и установить эту переменную на более глобальном уровне. Тогда нам вообще мы могли бы просто здесь убрать этот метод, у нас бы вообще user profile view был бы красивый, без каких-то переопределений. Поэтому мы можем в products вот здесь создать новый скрипт, новый файл, который назовем context processors. Давайте здесь его Python файл, context processors. И здесь, собственно, определим. Для начала нам нужно из products models импортировать basket. И далее мы здесь создадим функцию, которую назовем baskets. И, собственно, это и будет название нашей глобальной переменной, к которой мы будем обращаться. В нее приходит request, и мы можем, собственно, здесь уже отлично пользоваться, да. То есть нам нужен request user. Что вообще мы хотим? Мы хотим сделать так, как это у нас baskets передается здесь. Мы отображаем переменную baskets по пользователю, который авторизован. Поэтому мы здесь будем возвращать сразу basket, objects, фильтр, user, user по пользователю. Конечно же, нам нужно добавить условие, что если у нас пользователь is authenticated, иначе же мы просто будем передавать пустой список, чтобы у нас не возникло никакой ошибки. И этот процессор нам необходимо подключить, и подключаем мы его уже непосредственно в самих настройках settings. Вот здесь мы передаем здесь products, далее контекст processors и здесь baskets. Вот таким вот образом.
Все, теперь мы можем пользоваться этой переменной глобально. Давайте убедимся. Мы во views вот здесь уберем getContextData. Ну, вернее, давайте так сначала сделаем. Мы перейдем и авторизуемся здесь. У нас пока здесь все пусто будет, да? Давайте добавим несколько товаров. Этот. Так, какая-то у нас ошибка появилась. Ошибка. Так, мы забыли кое-что сделать в нашем коде. Здесь должен возвращаться словарик с ключом baskets, к которому, собственно, и будем обращаться. Поэтому мы давайте здесь вот так сделаем, и, по идее, должно подчиниться. Обновляем нашу страничку. Да, все окей. Давайте еще добавим этот товар и перейдем в профиль. Мы видим здесь отображение корзины. Теперь мы вернемся и в views, удалим наш метод getContextData, обновим сервер, обновим здесь страничку, и как вы видите, у нас до сих пор это все отображается, то есть никуда ничего не делось, потому что переменная baskets, она стала глобальной, и мы к ней можем обращаться. Если же здесь мы, например, уже удалим наш процессор и обновим здесь страницу, да, она уйдет. Вот таким вот образом. Желательно выносить что-то глобальное, что будет часто использоваться, да, не все подряд. В данном случае Baskets отлично подходит как один из примеров. В этом заключается работа контекстных процессоров. Последняя тема, которую мы рассмотрим в нашем модуле, это линтеры или чистый код. Вообще, на самом деле, на эту тему можно рассуждать очень много различных видео и докладов, в которых рассказывается о том, какие есть линтеры, как вообще писать чистый код и так далее. Есть много книг на эту тему. Я, на самом деле, рекомендую хотя бы познакомиться с этим или почитать уже глубже, потому что на самом деле правило написания хорошего кода, оно существует, и желательно ему придерживаться, потому что когда вы работаете один, это ладно. И то, даже когда вы один работаете, лучше себя сразу приучать к написанию хорошего кода. Но когда вы приходите уже в команду, то есть некие стандарты, которым нужно придерживаться, потому что другие разработчики тоже будут работать над вашим кодом. Вы будете работать совместно, и нужно, чтобы был какой-то стандарт. На самом деле стандарт в Python есть, и это PEP8. Если вы загуглите, да, и перейдете, достаточно большой гайд о том, как писать хороший, правильный код. Можно его изучить и придерживаться ему, и это будет вообще большой плюс вам. Но обычно так никто не делает. И как раз-таки на помощь в поддержании хорошего чистого кода приходят определенные библиотеки, утилиты, которые помогают нам. И есть одни из них, они перечислены на слайде. Это есть форматоры Black и iSort, и линтеры Flake 8 и PyLint. Это достаточно самые известные. Есть еще и другие, конечно же. Мы будем конкретно работать с iSort и Flake 8. Что такое форматоры, что такое линтеры? Форматор, он как бы упорядочивает наши все импорты, то есть по определенному порядку и вообще по порядку PEP8. Линтер же он просматривает стандарт кода, чтобы он соответствовал тому, что у вас все в целом подходит под PEP8. И пользоваться этим очень-очень просто. Давайте посмотрим на примере нашего кода, нашего проекта, и, собственно, это и сделаем. Для начала нам необходимо будет установить библиотеку pip install Flake 8 и iSort. Так, неправильно написал, сейчас, секунду. Install. Все, они у нас установились, за него не так уж много времени, они легковесные. Как это работает? То есть Flake 8, да, как я сказал ранее, он у нас поддерживает просто написание кода по определенному стандарту, по PEP8. И если мы введем команду Flake 8 и нажмем точка, да, он пройдет по всему проекту и посмотрит, что же у нас не так. Давайте нажмем, и как вы видите, у нас вон как много различных ошибок, но на самом деле здесь одна такая самая популярная ошибка, мы сейчас с ней разберемся, и остальные такие менее важные. В основном это идут больше там по импортам. Что же за ошибка вот это, что у нас
количество символов превышает 81 длину. Да, если мы сюда перейдем, то если здесь по символам посчитать, да, то у нас здесь будет больше, чем 79 символов, будет 81. Это на самом деле в PEP8 заложено о том, что код в Python должен умещаться в 80 символов. На самом деле это сейчас очень уже маленькая длина, нам нужно больше. И в основном даже в PyCharm идет по умолчанию уже 120. Если мы перейдем в настройки, откроем здесь определенные настройки по редактированию кода и найдем, да, вот код style, у нас написано, что 120 символов может умещаться, 128 как бы колоночек. Если мы поставим 80, к примеру, и применим, да, мы увидим, что у нас вот появилась новая черта, и как раз-таки вот здесь один символ, он превышает, поэтому и ругается у нас Flake 8 на это. Если же мы вернемся и поставим здесь уже 120, как это было по умолчанию, да, она у нас никуда не пропала, она просто как бы сошла правее. Вот, если мы ее увидим здесь, да. На самом деле намного комфортнее работать, когда 120 символов. И это одно из исключений, которые игнорируются по PEP8. Поэтому мы можем с вами создать глобально в нашем проекте файл, который называется Flake 8, и добавить свои определенные настройки. Задаются они следующим образом. То есть это все из документации, да, вы можете потом просто перейти, например, Flake 8 ввести. И здесь более подробно в документации, там в Quick-старте почитать, как с этим работать, как устанавливать какие-то свои уже собственные настройки. Вот здесь во Flake 8 мы поставим такую переменную, которая называется maxLine length. То есть это отвечает за длину вот как раз-таки нашего кода. И поставим то, что можно 120 использовать. Если же мы теперь введем Flake 8, да, мы увидим о том, что у нас на самом деле ошибки почти все ушли. То есть в основном все упиралось в это. Есть миграции, да, здесь они уже тоже превышают 120. И нам с миграциями в целом нет большой разницы, как там все устроено, потому что мы там ничего не создаем. Это файлы, которые у нас появляются автоматически, когда мы запускаем определенную команду. Поэтому было бы неплохо игнорировать эти файлы миграции, они как бы нам вообще не нужны. И мы здесь делаем такую перемену, как exclude. Мы будем пропускать эти файлы миграции. Просто прописываем здесь migrations. То есть все каталоги с таким названием, они будут игнорироваться. Вот Flake 8 теперь нажимаем, и как мы видим, да, у нас все ушли ошибки, за исключением вот этих двух. У нас просто Flake 8 ругается на то, что у нас был импортирован класс, но он не используется. Точно так же и здесь, да, вот у нас basket, вот помните, мы буквально на прошлом видео с контекстным процессором сделали, но забыли удалить, да, то есть это абсолютно нормально, когда человек может забыть просто удалить импорт. Но Flake 8 говорит, ага, ты забыл удалить, просто он будет у тебя висеть и не использоваться. Поэтому можно такие ошибки игнорировать. Например, да, если мы во Flake 8 здесь добавим еще ignore и определенную ошибку, как раз таки в 401. Да, у нас вообще тогда ничего не будет попадаться. Но мы не будем игнорировать. Нам нужны вот эти настройки. Поэтому мы оставим вот таким вот образом. Да, и просто теперь вот здесь можем таким вот образом пофиксить. Нам, по сути, с тестом пофиг здесь. И здесь тоже можно удалить. Вот таким вот образом. Теперь у нас Flake 8 вообще классно работает. Все, у нас код, значит, вообще отлично, супер написан. Он может быть еще, сейчас проверим, будет ли ругаться на то, что у нас не стоит запятая вот здесь в конце. Давайте. Нет, не будет ругаться. Можно ввести дополнительные настройки, где он ругается на то, что в словарике не стоит в конце запятая в последнем элементе. Ну, нас не настолько сильно это волнует на самом деле. Вот, и это, кстати, не словарь, это у нас список, поэтому, возможно, он не ругается. Да, давайте попробуем вот таким вот образом. Мне тоже не ругается, но ничего страшного. Это то, что касалось Flake 8. Но у нас еще есть iSort, да,
и он у нас отсортирует все импорты по алфавитному порядку. И не только по нему, да, там определенным образом. Давайте мы введем iSort и также нажмем для всего проекта. И у нас на самом деле очень многие сейчас пакеты изменятся. Нажимаем. Все прошло. Если мы сейчас здесь нажмем на этот файл, да, у нас, хоп, видите, все поменялось. Теперь у нас все работает, как и необходимо, да, и видите, в алфавитном порядке ABC, то есть Common, и потом уже в конце Users. Ну и также он формирует, что сначала идут джанговские пакеты, потом уже только наши пакеты. И в Users Forms, я думаю, что вот здесь, да, видите, он тоже сначала питоновские файлы здесь установил, потом здесь установил джанговские и потом уже наши файлы. Вот это очень сильно облегчает и помогает в разработке, поэтому я рекомендую очень использовать Flake 8 и iSort. Вы можете присмотреться потом и к также и к Black и Pylin, да, в их преимуществе и так далее, чем они отличаются. Вот, но мы будем в проекте использовать Flake 8 и iSort, и на протяжении всех остальных модулей, да, будем проверять, что у нас все работает хорошо и поддерживается, подходит под стандарт PEP 8. Вот, это то, что касалось линтеров и форматоров. Мы с вами в целом закончили нашу презентацию, наш модуль. Это то, что я хотел рассказать в первом модуле продвинутого уровня. Вот, будем приступать к следующему модулю и поработаем там уже тоже с новыми вещами. Поэтому увидимся там.